Всем здравствуйте! Это Top Dog. И 16 апреля вы увидите новый блокбастер полной крови и зрелища, новых имен, неожиданных противостояний, и имя ему Top Dog 8. Не всем повезет увидеть это зрелище воочию, но все смогут посмотреть бои в прямом эфире. Наш новый партнер по трансляции Ростелеком предоставит вам такую возможность на своей платформе Wing. Только там и больше нигде в режиме реального времени вы сможете погрузиться в атмосферу лучших кулачных боев планеты Земля. И все это счастье будет доступно вам абсолютно бесплатно. И все это стало возможным благодаря нашему новому титульному спонсору, букмекерской конторе Pinup, где вы можете поставить на бои нашей организации. А трое из наших бойцов, показавшие самые зрелищные бои, получат бонус от спонсора в размере 100 тысяч рублей каждый. Также стоит упомянуть, что первые 50 игроков, сделавшие ставку на бои по промокоду DOG, получат билеты на турнир. И чтобы все это сделать, достаточно перейти по ссылке, закрепленной в комментарии. Также благодарим за поддержку Волгоград-Нефтемаш, которые, как и Top Dog, являются лучшими во всем. Ну и энергии и сил на все это нам придаст новинка. Фирменный вкус Top Dog от Tornado Energy во всех магазинах страны. Ну а сегодня, в предвкушении грядущего турнира, мы собрались в этом зале для проведения конференции, где вас ожидают новые имена, старые герои и сюрпризы, которые никого не оставят равнодушным. И первый из них в том, что сегодня я, к сожалению, не смогу провести эту конференцию, а почему вы узнаете совсем скоро. А чтобы вы не чувствовали себя осиротевшими и одинокими во время моего отсутствия, я приглашаю к этой трибуне нашего комментатора, друга бокса и кулачных боев Рому Михайлова. Желаю хорошо провести время. Давай, братан, созвонимся, удачи. Конечно. Всем босс, братва! С вами Рома Михайлов. Приветствую всех фанатов кулачных боев, бойцов и просто любителей спорта. Ну, как говорится, держаться нету больше сил, и пора заполнить эти прекрасные трибуны людьми, которых мы так все хотим увидеть. И первым я хочу пригласить в наш зал бойца, который сразу полюбился всем своими бескомпромиссными боями. Прямиком из Кирова, в вечных поисках кизлярского детка, Алексей Мельник! Его соперник, дебютант нашего прошлого турнира, молодой боксер, одержавший яркую победу над Витязем из Дмитровской дружины, Владислав Сурков с громкоговорящим прозвищем «Палач». Вы спрашивали, где он, куда он пропал, когда мы его увидим снова в бою, и этот час настал. Он вернулся и готов забрать свое. Фронтмен Дмитровской дружины Валерий Заботин по прозвищу Валера! Против него боец отряда милиции особого назначения, отправивший своего предыдущего соперника прямиком в больницу. Родом из солнечной Адыгеи Михаил Черкес Авакян. Уф. Ну а теперь в эту студию залетит настоящий астероид. Ветеран нашего движения, участник драматичных сражений
и сынов прекрасного пола. Рустам Мухиддинов, прозвище которого знают все. От люберецких качалок до Вашингтона. Прямиком из логова врагов бокса и турнира по уличным боям «Стрелка», не выдержавший тульской диеты и должности актера второго плана в провинциальном театре. Антон Щипачев по прозвищу Харон. С Балтийских берегов, солнечной Юрмалы, к нам приехал первый боец из Европы, которого не остановили даже 5 пулевых ранений, которые он принял в свое тело, прежде чем добрался до нашего турнира. Чемпион по ММА Даник Веснянок по прозвищу Европеец. Следующий на эту сцену выйдет участник одного из самых непредсказуемых боев грядущего турнира. Массажист не только спин, но и лиц. Модель, актер и кикбоксер. Юрий Рябой, которому предстоит бой с новым и единственным на данный момент бойцом из Казахстана, Аддосом Сандибековым, который, к сожалению, не смог добраться из прекрасного далека в наше прекрасное настоящее. Звезда супертяжелого веса, стремительно взошедшая на небосклон нашей организации, участник боя года, опытный боксер, казак, боец, который полюбился всем и находится в шаге от долгожданного реванша. Вы поняли, с кем? Павел Шуйский! Ну а сейчас, озаряя блеском и светом своего перстня, в этом зале появится первый чемпион топ-дога. Искандар Зияев по прозвищу Шеф-повар. Аплодисменты. Это первое официальное явление Рил-чемпа народу. Ну, а теперь я приглашаю участника первого чемпионского противостояния, с которым и бился за чемпионский перстень Искандар. Участника, который незамедлительно вернулся в строй и хочет как можно скорее забрать свое. Тимур Мусаев по прозвищу Золотой. Но ринг с ним разделит скандально известный боец, успевший вступить в перепалку с Тимуром задолго до того, как их бой стал возможным в нашей организации. Боец, с которым подраться мечтает каждый дагестанец. Дмитрий Кузнецов по прозвищу Анубис. Шуба мне! А теперь, мне кажется, самое важное, вы посмотрите, с какие уже прекрасные лица, какие бойцы сидят на наших трибунах. Кто же займет этих два оставшихся кресла? Это очень большой вопрос. Поэтому сейчас давайте вновь поприветствуем человека, который у всех ассоциируется с гордым именем Top Dog. Отца и создателя первого кулачного промоушена в восточном полушарии. Вы все хотели увидеть его в прежнем амплуа. Он обещал, и он вернулся. Чемпион и самый популярный боец уличных боев «Стрелка», который 1,5 года назад ворвался на YouTube и изменил игру. Безжалостный к себе и к сопернику. Король колхозного стиля и нокаутирующих плюх. Регбист! Все. Эти овации могут продолжаться вечно, но вам ведь интересен главный вопрос сегодняшнего вечера. Кто окажется в этом кресле? И против него впервые на этой площадке и на голых кулаках патриарх боевого блогинга, легенда бокса, селебрити, чей свет озарил дорогу тысячам интернет-бойцов. Миллионер, шоумен, бизнесмен
и самый известный пират Балтийского моря Артем «Я и есть бокс» Тарасов! Что-то как-то ведущий меня плохо представлял, да, не так хорошо, про меня что-то с какими-то... А давай ты представишься сам, Артем. Да ладно, ты уже представил. На самом деле это человек, который не нуждается в представлении. Как и те люди, которые сидят сегодня в первом ряду нашего зала. Это бойцы топ-дог, судьи, блогеры и просто замечательные люди. Ну ладно, как говорится, держаться нету больше сил. Пора и честь знать и расставить все точки над «и». Раз уж все в сборе, первый вопрос, который я хочу задать, естественно, он адресован нашему самому дорогому гостю, Артему. Артем, уже 1,5 года тянется ваша история противостояния с регбистом. Помнишь ли ты сейчас сам, с чего вообще все это началось? Но это началось с пощечины Никите Солонина. Наверное, было так. Пацаны приехали к нам, когда мы устраивали праздник для ребят. Пацаны приехали, там пытались какие-то разборки сделать. Я думаю, с того момента все и началось. Но и дальше уже история там замалчивает. Уже некоторые не помню, но в целом был конфликт у нас, Даня регбист остался. И сейчас, наверное, пришло то время, когда этот конфликт мы можем решить уже в ринге, разобраться, кто сильнее реально. Потому что многие считают Даню регбиста очень сильным бойцом, меня считают ложком, но пускай так считают. Мы посмотрим, что как бы каждый покажет в бою, вот и все. А как ты сам считаешь? Я считаю, что ты большой фаворит, ты этот бой должен выиграть, твоя организация. Так Ты только неделю назад считал, что ты фаворит. А я поменял свое мнение, посмотрел, ты тренируешься. Но там ты любишь менять свое мнение. Ты бегаешь там на дорожках, понимаешь, я-то не бегаю по дорожкам. Вот, поэтому... Ну, как знать, по каким дорожкам ты бегаешь, Артем? Я не слышал. Что он сказал, я просто и повторение слышал. Я говорю, как знать, по каким дорожкам ты бегаешь, Артем? А, понятно. Ладно, я хотел сказать, что на самом деле этот конфликт для тебя стал виден и начался в этот момент. Для меня он начался немного ранее. И вообще хотел поблагодарить Артема Тарасова, потому что отчасти то, что мы все здесь, то, что вообще есть топ-дог, то, что вообще есть это событие, и мы продолжаем делать и турниры, это отчасти благодаря нему, потому что было время, когда я жил в подвале, и я вот приходил в этот подвал, смотрел YouTube и наткнулся там на блоге об ММА. Это был тогда единственный человек, ну, один из, кто вел в этой теме данное направление. И я не понимал, почему, ну, и все были фанатами Артема Тарасова, он казался всем авторитетным. Я не понимал, почему вообще эти люди прислушиваются к его мнению, потому что, ну, я сразу просто с дивана заявлял, что он не боец. И я уже во многом даже согласен и понял тебя. Потому что, по сути, я просто человек с дивана, с негативной мотивацией, который вот очень хотел до тебя добраться и показать всем людям, что ты на самом деле из себя представляешь. И благодаря тебе все это, по сути, и есть. Я просто был очень заряжен негативной мотивацией показать народу, кто ты такой на самом деле. Ну, видишь, какая... Да, мне кажется, Даня действительно сделал больше всех предыдущих соперников Артема, чтобы до него добраться. Пришлось организовать лучшую в мире лигу кулачных боев для этого. Я могу ответить, кстати, видишь, какой он говорит, почему люди за меня топили, почему меня слушали. Видишь, какую мотивацию и толчок тебе дал мой блог. И представь, скольки людям, миллион людям, мальчишек, людей, которые смотрели меня, пошли заниматься, пошли драться и так далее и тому подобное. То есть кто-то на негативе, как ты, от злости, да, а кто-то просто смотрит, о, крутой чувак, и пошли заниматься. У каждого есть хейтеры, у каждого есть хейтеры, у каждого есть поклонники. Ну, допустим, даже после боя с Датском на улице мне никто ни разу в жизни не подошел и не сказал, фу, как там пишут в комментариях, бой был говно. Все подходят и выдают респект за этот бой. Потому что то, что... бой был говно. Все, что в интернете... Что он говорит? Говорю, фу, бой был говно. Да ты на свои бои посмотри вообще. Врача, бля. Давай для таких долбоебов, как ты, хочешь, я тебе прямо сейчас объясню, почему врача. Смотри, представь, меня растягивают полностью. Я в это время... Смейся.
Смейся, я в это время полностью расслаблен. Человек в 2 раза больше меня массой прыгает и делает мне нокаут в печень. Кто бойцы и люди из сферы, да, они понимают, что такое нокаут в печень. Это тебе, не знаешь, вырубили, ты там встал такой, я проснулся. Нет, это реально тяжело, то есть тебе плохо. И поэтому, зная правила, я мог просить врача. А самое главное, что я мог тогда... Во время боя? Не во время боя, была остановка боя. А самое главное, если я бы тогда отказался от боя, то по всем правилам я бы этот бой победил. Понимаешь? А я не отказался, а стал драться дальше. Хотя я знал, что Тебя могу там отказаться. заставляли? Меня не заставлял никто. Да все видели. Чё? Бля, нахуй вообще вы сюда позвали? Где-то еще по мою сторону. Даня, ты как-то распределил его, может, другую поставь. Ты бы хотел, чтобы с тобой сидел Золотой лучше? Ну, с ним мы получше общаемся. Ты общаешься с ним? Ты не знал, что ли? Я не знал. Не рассказывай, что ты знал. Твоя карьера под вопросом. Мы друг на друга Всё подписаны понял, даже. скажи. Даня, мы даже друг на друга подписаны, так что представь Ты себе. подписан на него? Ну да. Что ты такое лицо делаешь? будто ты не Мне знал? все говорили, что ты хитрый, но я не верил. Сейчас вот все телефоны, которые собрали в зале, вы учтите, будут проверены инстаграмы. Кто подписан на Артема Тарасова, обратно свой телефон не получит. Я, кстати, могу заявить, я смотрю, здесь как-то все против меня настроены. На самом деле, да. Ну, могу сказать вам, смотрите. Ну да, можно я скажу, да? Сейчас, перед тем, как Артем скажет, я считаю, что надо подбодрить, и Артем достоин уважения, что за 2 года он пришел на вражескую территорию один, и один сидит и против всех сейчас качает. Артем в этом плане молодец, он наконец-то нашел, что я так давно просил его найти, и он... Да. Говори. Спасибо большое. Да, во-первых, давайте я сразу скажу, почему 2 года, да, почему был такой простой, да, у меня как у Высоцкого, знаете, в фильме было, у меня есть доказательства, да, того, что я не мог драться, да, у меня вот рука, вот она вся в порезах, я сделал 5 операций на руку, и никому из вас, из спортсменов даже, топ-дога и тех, кого я не очень люблю, либо люблю, я таких травм не желаю. Сейчас, слава богу, я залечился, и поэтому я здесь. Дальше, я сегодня сюда пришел один, на чужую площадку, я не брал ни друзей, никого. И то, что негативно люди, которые здесь настроены, я вам ставлю дизлайк и дизреспект, потому что вы не уважаете, значит, людей, которые приходят и делают это шоу именно для вас и для всех остальных. Давайте перейдем лучше к вопросам, чем гнать на Артема. Респект, то, что пришел, на самом деле, вот реально, мое уважение, я думаю, организация, тебе, мне кажется, что негативно настроена, потому что это не так. Я лично выражаю респект. И вопрос, если можно. Ты все-таки, это вопрос чести сейчас, да, то, что ты пришел, да, чтобы завершить эту историю вашу, или все-таки более коммерческий вопрос, или и то, и другое, все-таки вот, по твоим ощущениям. Еще раз спасибо. Молодец. Но я думаю, все знают, что коммерческий вопрос для меня вопрос решаемый для самого. Вот. И это вопрос, скажем так, не то чтобы чести, а вопрос уже всего, чтобы закрыть эту историю. Вот. А возможно, придумать из этой истории еще. То есть она уже зашла в тупик, где мы вдвоем либо должны уже из этого, да, кто-то один из нас должен выйти, либо какое-то новое разветвление. Вторая часть будет. Либо вторая часть, да. 10-я уже, по-моему, будет. Нет, но именно я касается боя. Я надеюсь, что бой состоится, ни у кого трав не будет, и у Дани не будет, и у меня не будет, то есть все будет нормально. Если Всё, ты спасибо. этого Спасибо захочешь, за бой ответ. состоится, Артем. Все зависит Тём, только реально от тебя. все хорошо настроены, не думай. Тут Да, наоборот, и вот, топ-дог это трушность, без Я сейчас, всяких. ты говоришь, если я этого захочу, представь, что ты получаешь травму. Вот представь, помнишь, у тебя была травма на битве за Хайп? Помню, был. Ну и да. все, ты говоришь, если я этот бой захочу, то он состоится. Представь, что ты получаешь травму, этот бой не состоится. Очень бы не хотел этого. Вот и все. Я об этом и говорю, поэтому я говорю, что я надеюсь, что все карты сляжутся так, что наш бой состоится. Вот и все. А Анубис, я думаю, здесь сидит обиженный, потому что ему уже нет никакого внимания. Мы с Даней регбистом перебили все лавры на себя. Сейчас хоть 8-й сезон, да, у вас там? Да. 8-й, 9-й, а мы говорим уже про 10-й, представляешь? А тебе никто не говорит. Не Ну, каждый с может- глазом проблемы просто. Да. Ты говоришь про меня врача, а сам потом начинаешь с глазом проблемы, понимаешь? Я вышел, блядь, с травмы, заткнись, прошу, просто не Да, я тебя позорься. умоляю. А ты, блядь, с рукой прыгаешь уже сколько, блядь, 2 Да года? нахуй? все. О чем речь, кто тут мужик, а кто девочка, блядь? И у кого Ну, я яйца вижу, стальные, я- а у кого, блядь, перепелиные. Конечно. Выйди с датсиком, потерись, посмотрим. Блядь, да спокойно, блядь, мне похуй с кем драться, если ты не понял вообще.
Я уж точно не выйду, блядь, с пауэрлифтером или, блядь, с качком просто обычно драться. Это, блядь, просто пиздец. Потом восхваляться, я выхожу с чуваками, которые тяжелее меня Блядь, на ты 40 здесь выходишь килограмм. драться за копейки. Если тебе заплатят 5 единиц, ты нахуй не то что драться, ты там, блядь, хуй сосать будешь у этих качков, блядь. Дружище, блядь, мне за этот бой уже 7 единиц заплатят, так что отсосал пока ты, блядь. Ты таких денег даже в жизни не видел, понимаешь? И как, знаешь... Посмотрим после смотри, боя. Смотрите, в жизни бывает, я сейчас объясняю для всех, в жизни бывают такие ситуации, да, которые люди говорят, вот я вот... Да допустим, что мне отбирать, я прям сейчас тут его ёбну, все, эта история закончится. Давай, ёбни прямо сейчас. Давай, ёбни. Ну давай. Чувак, ёбни. расслабься, давай, ёбни. сначала тебя ёбнет Даня, Видишь, а потом... Ты за слова-то даже ответить не можешь. Ну давай, ёбни меня. Подожди, ёбни. мы не на хардкоре. Не, ну возьми, ёбни меня. Ну, Хардкоре. ёб, ты же сказал, что ёбнешь. Можно, да? Стоп, все, не надо, ничего не срывай, Тёма, подожди. Нам еще Не, я драться подсказать этого надо. не буду, прости, но я не чёрш. Я у тебя ёбнул, у тебя просто бой из-за уважения к твоему сопернику, мне это делать не лучше. Все, в итоге никто здесь никого не ёбнет. Давайте успокоимся, все уже Вот понятно. и поговорили, блядь. На этом мы Теперь остановимся. можно еще просто к тому, что я дрался там с тяжеловесом, как и Михаилом Кокляевым. Во-первых, да, бой с Михаилом Кокляевым, это я уже объяснял, для меня это была новая история. Это телевизор, это РЕН-ТВ. Поймите, я, например, в Ютубе, да, уже очень долгое время, 5 лет. И постоянно там какие-то стычки, еще что-то. Это была новая и интересная история для меня, которую я прошел. Я за нее получил нормальный кэш. Что ты меня осуждаешь за это? За то, что я вышел с мужиком подраться? Ты оправдываешься, блядь, Я тебя вышел подъебываю, подраться с расслабься, мужиком, бля. расслабь Хули ты меня булочки, ты осуждаешь? сидишь нахуй? на Хули ты меня конференции. осуждаешь, блядь? Да, блядь, имею на это Блядь, право. да ты хочу ребенок, сколько тебе рассуждать. лет? Я не знаю, Так. сколько тебе лет? 20 нахуй? Я хочу сделать Пересадиться, замечание. блядь, его Я хочу отсюда. сделать замечание. Пожалуйста. Я 2 года потратил на то, чтобы добраться до Артема Тарасова. И сейчас не надо, пожалуйста, у меня его забирать. Вначале с ним подерусь я, а потом уже ты будешь ему что-либо говорить. Даня, можешь с твоего позволения их пересадить, может, как-то, я не знаю. Пересадки не запланированы. Я просто попрошу его больше такого не делать. Здравствуйте. Артему Тарасову вопрос. Тебе уважение за то, что согласился на бой, долгожданный. И вопрос, ты проиграл свой предыдущий бой, у тебя отмазки, то, что ты дрался с тяжеловесом, то, что ты не боксер, дрался против боксера. И интересно, как ты будешь, если 50 на 50 ты проиграешь бой, как ты потом будешь себя оправдывать? Или ты осознаешь, что да, регбист меня сильней, я проиграл сильному, достойному бойцу. Смотри, по поводу своего боя, да, с Михаилом Кокляевым, да, так получилось, что я его проиграл. Но многие люди, которые смотрели, говорят, что это не так. Но я сразу же сказал, для того, чтобы таких ситуаций не было, как я учу своих детей, да, которых я тренировал в свое время, я говорю, чтобы не было споров, надо выиграть досрочно. Да, это что касается того именно боя. Я досрочно это сделать не смог, судьи так решили, но хорошо, так получилось. Я подрался, я боец, я проиграл. Ну что, такое бывает. Дальше, бой с Даней регбист. Кто-то из нас выиграет, кто-то проиграет, но на этом жизнь не заканчивается. Мы вышли, мы подрались, мы бойцы. Ну, кто-то выиграет, кто-то проиграет. Что я буду говорить, если я проиграю? Я просто стараюсь вселенной не думаю, то, что я проиграю. Как я, типа, выходить на бой, думаешь, блядь, что ты скажешь? А что ты скажешь, если тебе регбист ёбнет, типа, да? Или как? Ну, просто вопрос, мне кажется, не очень тактичный. Всех приветствую. Второй раз нахожусь на конференции Топ-Дога. На самом деле очень круто делаете, атмосфера очень здесь крутая. Удивлен, что здесь Артем Тарасов пришел. Ну, ты знаешь, я к тебе всегда хорошо относился, хорошо отношусь, и ты не думаешь, что здесь все против тебя настроены. Вот. Но у меня два вопроса к Анубису. Привет, Диман. Первый вопрос. Здорово. Когда я узнал, что ты будешь драться золотым, первый вопрос. Почему золотой? Почему вот именно золотой? И второй вопрос. Откуда негатив к Артему Тарасову? Откуда такая история, может, у вас была? Хотя совсем недавно на хардкоре, вроде когда он присутствовал на хардкоре, мы нормально общались. Я сегодня был очень удивлен, что он сразу стал гнать на меня. Но это нормально, это же YouTube, интернет. Здесь надо ему хайпануть. Мои вопросы опять ушли куда-то. Что, можно говорить? Спасибо. Старый, тебе разрешаю говорить. Спасибо. Благодарю. По поводу, сразу переключусь на Артема. Никакого негатива у меня нет, я, блядь, подъебываю. Что же вы все так на серьезных щах все на это наблюдаете? Ну, типа, это игра. Ну, вы же смотрите трэш-ток, вам интересно, чтобы было какое-то развитие эмоций, эмоциональный порыв у одного, у второго, кто кого как раскачает. В октагоне, в клетке, там, в ринге мы доказываем свою мощь там, кулаками, неважно, там, ногами, да, физическими какими-то моментами, техническими. Но ораторское искусство тоже существует, и его нужно уважать. Как раскачивать бои, как вообще раскачивать интерес публики.
к единоборствам. Ну вот, я задаю ему вопрос, высказываю ему свое мнение, он высказывает свое, он может обострять меня, мою, там, не знаю, составляющую как бойца или музыкальную, неважно. Типа я это выслушаю и отвечу ему той же монетой. Что касается Золотого, блин, а с кем еще драться? Это один из самых жестких типов. Ты самых жестких решил выбрать, пойти сразу, да? Ну, мне кажется, эта история интересна всем. У нас, не знаю, можно ли назвать то, что было конфликтом, это была его личная неприязнь, или он это подхватил у Абубакара. Мне это неизвестно. Но я увидел в этом бою что-то интересное, и я могу доказать то, что я охуевший боец, и могу посадить на 5-ю точку даже его. А ты на 5-ю точку хочешь меня посадить? Я об этом мечтаю. Просто. Ну, А ты разве не посмотрим. хочешь меня посадить на 5-ю точку? Не хочешь, чтобы я вырубился или истекал кровью? Я когда на бой выхожу, у меня никогда такого настроя не бывает. Я бываю заряжен, я бываю зол, но у меня никогда не бывает выход на нокаут. А по поводу неприязни, у меня неприязнь, ты знаешь, почему к тебе, по поводу твоего клипа, по поводу твоего черного хайпа. На самом деле, мне немного тебя жаль как человека. Знаешь, почему я тебе скажу? Ты всех обсираешь, всех называешь плохими, говоришь, какие они такие. Почему ты обсирал Хабиба? Это великий человек, он сделал много всего хорошего. Подожди, я не договорил, я ждал, пока ты скажешь. Да, я договорю. А мне жалко в том плане, то, что, а что ты хорошего сделал? Давай на то посмотрим. Какой пример подаешь ты людям? Вот даже вчера я посмотрел твое видео на ютубе, там один хейт в твою сторону, потому что очень много мата. Ты не подаешь хорошего примера. Ты только всех чморишь, всех гадишь, а сам пытаешься себя хорошим выставить. Но ты ничего не сделал. Давай будем честны. Никогда не пытался себя выставить хорошим. Ну вообще. как, зачем ты всех чморишь? Вот объясни, зачем ты записываешь дизы, зачем ты выносишь свои конфликты? Дешевый хайп. Я чморю кого-то. Дешевый блин. черный хайп, давай будем честны. Артем не успел прийти, ты его чморил. Да, давай будем честны. Ну что ты сделал? Да это добрый дружеский подъеб. О чем вы вообще? Если бы я его зачморил, он бы уже убежал бы и плакал, блядь. Всем здравствуйте, Гаджи Автомат. Вопрос к Анубису будет примерно такой же, который Свят задал. Анубис, вопрос тебе, у тебя не привязь к дагестанцам или только к команде 100 Бро? Потому что ты выиграл Абубакара, да, это Добряка, и теперь ты пришел к нам и хочешь побить Тимура Золотого. Только вот такой вопрос. Или к дагестанцам, или к его команде, лично к 100 Бро? Спасибо. А у меня вопрос к Коле. Коль, ты дагестанец? Кто? Чибис? Не, да, он дагестанец. Ну, Чибиса мы не считаем. Ну как-то, почему тогда следующий мой бой был тогда не с Чибис дагестанцем? подготовил тебя к бою к Золотому. Нет, просто ты задаешь вопрос по поводу у меня неприязни к дагестанцам. Да нет у меня никакой. Но вы еще на той пресс-конференции уже начинали свой бой там разогревать. Да потому что он меня уже давно вызывал, поэтому, в общем, эта история состоялась. Сразу после боя с Абу он мне предложил бой, я сказал нет. Вообще, кому интересен этот бой? Вообще не понимаю. Да, бля, поверь мне, да хуя. Бои всегда Кому? Ну, интересно. понятно то, что он как бы на 2 уровня выше тебя. Да нет, но всем же интересно, как Чибис пиздюлей. Ой, Чибис. Оговорочка по Фрейду. как ты пиздюлей получишь. Я считаю, интересно, что как иногда Анубис доказывать, что ты получит. лучший, это оскорбление вообще. Ну, я бы лично, как пацан, ты мне нравишься, как боец, понятно, что разные уровни. Субъективно и по фактам скажу, никто не ожидал, что ты выиграешь, а я один сказал, что у тебя есть шанс. В меня все верили. Всегда. И просто, да, блядь, понятно было, что я выиграю. Сейчас легко об этом, конечно, рассуждать, когда перси на тебя. Ну, конечно, я же вырублю. У меня... Всем привет, Вова Мышев, боксер. У меня пока только один вопрос, я очень запутался. Я хочу попробовать топ-дог торнадо. И угостите меня, пожалуйста. И я попрошу- Пожалуйста, Я дорогой вот уважаемый, возьму, попробуй. уже два. Два. Попробуй Дай чек, кому-нибудь давай. тоже. Всем здравствуйте, меня зовут Егор, и у меня вопрос к Артему Тарасову. Данный бой на голых кулаках для тебя это одноразовая история, или ты дальше хочешь проявлять себя? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что там, знаешь, там типа хочешь рассказать о своих, хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Вот, это впервые для меня эта история на голых кулаках. Я никогда не дрался на голых кулаках. В принципе, у меня был бой по боксу тоже впервые. Вот, посмотрим, как пойдет. Может быть, может в топ-доге дальше будем драться, может еще что-то. Но сейчас я думаю об этом бое, а не о следующих. И самое главное не получить травмы, потому что больше всего, чего я боюсь сейчас, пройдя тот путь, двухлетний, тяжелый путь, когда каждый день я просыпался, у меня болели руки,
самое главное, я сейчас не получить травмы в этом бою. А все остальное уже посмотрим, как будет. Спасибо. Мне просто интересно, чисто вот с этой точки зрения, как бы провел бой по боксу с руками, которые болели. И вопрос такой, как они так быстро вдруг зажили. Не быстро, а резко, если они так долго болели. Ой, блядь, пиздец, пацаны, ну дважды Нет, два, мне дважды два, интересно. блядь, 4, 2 плюс 3 равно 5, понимаешь? Как понять, как 2 года руки болели, заживают каждый день, сейчас заживают. Травмы, знаешь, шов сначала становится меньше, Я знаю, не меньше. злись, пожалуйста, я же ничего такого не И задумал. вот он плохо, ты задаешь такой вопрос, как ты там вдруг сейчас у тебя не прошли? Они у меня не вдруг сейчас прошли, они у меня в течение 2 лет проходили, делались операции и так далее и тому подобное. Мне сделали последнюю операцию, я уже не помню, когда это было, и с этого момента прошло уже какое-то время, и теперь с моими руками все в порядке. Когда я выходил на бой с Мишей Кокляевым, тоже с руками было уже более все менее нормально. Но там бокс, там боксерские перчатки, там тейп, там... Я знаю, что такое бокс. Очень да. безопасно, очень безопасно. Спасибо. Понимаешь? Все. Нет такого, что, блядь, меня взял по щелчку руки. Нет, я просто не понимаю, конечно, что ты злишься, я же вроде ничего такого не спросил. Я не злюсь, но такие вопросы, типа, как ты странно, как у тебя сразу руки прошли. Кто тебе такое сказал, что они сразу же прошли? Я тебя спрашиваю. Нет, ты сказал, как они у тебя так сразу же Больная прошли? тема для момент человека. резко, Смотри, да. он сейчас психанет. Все вопросы Да, Артема Тарасова почему-то заканчиваются конфликтами. Я 2 года к этому шел. Оставьте Артема в покое. Я У не меня- хочу, знаешь, хоть ты боксер, хоть каратист, для борца ты лишь артист, это первое. Это мы проверим. Поэтому драться... Это чушь мы проверим. Но мы будем драться же на кулаках, а не Но бороться. ты же все равно борец. Я же все равно буду артистом для тебя, как бы мы ни дрались. Но если по ММА, я имею в виду, в смешанном виде боя. Ну ладно, погнали. Ладно, у меня такой вопрос. Раз надо так аккуратно беречь руки и о них заботиться, и мы очень долго вынашиваем этот бой, я вот вчера захожу в YouTube, и там Артем Тарасов маджонг. Что это такое? Как ты рисковал своими руками перед нашим боем? Кто это такой? Нет, я не рисковал руками, я приехал в Красноярск, организаторы сказали, что какой-то там футбольный фанат хочет меня вызвать на бой. Как? Я им сказал, хорошо, 5 миллионов рублей. Они такие, нет, есть только 500 тысяч. Я говорю, давайте. Заметь. То есть я мог так делать, я мог тоже за 500 тысяч это все Нет, сделать. заметь, но там соперник, ну реально нулевой. Я же вижу, соперник нулевой. То есть я вышел, я даже ни одного удара не наносил. Но ты же говоришь, вот ты рассказываешь, что тебе друзья говорят, ты дрался с такими людьми, как Ляев, там, звездами, какой нафиг регбист, а какой околофутбольный фанат? Как ты с Смотри, ним согласился? просто свое Я 2 года время- иду околофутбольный фанат за 1 день с тобой, еще и за 500 тысяч, в 2 раза дешевле, чем я это сделал. Смотри, да там соперник был другой, другая организация, этот бой нигде не анонсировался и все такое. А вопрос я забыл, какой ты мне вопрос задал? Вопрос, почему? Почему ты с ним подрался? И почему... Когда Блин, есть блин, не риск могу повредить просто, руки. блин. И почему на нем были одеты шорты с карманами, когда ты с ним дрался? Ты в своем интервью сказал, что ты не дерешься с бойцами, у Смотрите, которых шорты с смотрите. карманами. Я объясню, потому что это был соперник. Сейчас. Потому что это был соперник очень низкого уровня. Я это понимал. Дальше я дал в свое время обещание команде Бодимания, когда они там помогли мне с Корнеем, что я у них когда-нибудь выступлю. И они вот сейчас такие, все, Артем, ты нам обещал, давай выступи. Я говорю, хорошо, окей, но сделайте какие-то условия. Все, я подрался с этим парнем. Парень реально неопытный, ничего. То есть я для себя не видел угрозы получения травмы. Естественно, если бы я приехал в Красноярск, и мне бы сказали, там парня очень опытного бы поставили и сказали, подерись с ним, естественно, я бы отказался ввиду того, что, понимая, могу получить травму перед нашим боем. То есть я заранее все равно понимал, что я не... это как выйти там на борьбу по грэпплингу, побороться, там, понимаешь, для меня это была тренировка. Я считаю, что любой бой – это хорошая тренировка, тем более, если за это плюс еще заплатят, и просто и сдержать слово, которое я дал людям, все. А в нашем бою у тебя будут травмы, как ты считаешь? Что? В нашем бою тебя ожидают травмы, как ты считаешь? Ты хочешь, чтобы у меня были травмы? Я хочу. Вот так, по-человечески, Травмы да? будут. То есть вот ты вот так по-человечески... Я нацелен сделать травму. Желаешь травму человеку, Я да? не желаю, я нацелен ее сделать. Вот, а вот я не нацелен тебе. Я желаю, чтобы у всего топ-дога ни у кого не было травм. Все пацаны, которые выступали, потому что это очень опасный вид спорта, голые кулаки. И может быть все что угодно. И травмы могут быть несопоставимы с жизнью. Нет, таких травм я тебе не желаю. Это раз. Дальше.
Дальше, да, я уже не помню, был боксерский поединок, когда тоже там легенд бокса, я просто не очень хорошо помню, когда тоже там получилась серьезная травма у человека, и в итоге этот человек всю жизнь помогал. Вот ты хочешь сделать мне такую травму, чтобы потом мне всю жизнь помогать? Я же сказал, я не нацелен сделать такую травму, которая будет несовместима. Ну а какую ты хочешь травму сделать? Я хочу сделать тебе больно. Я смотрел твои бои. Я смотрел твои бои, и я заметил, что ты вообще, в принципе, я не буду говорить, там, насколько они были договорные, недоговорные, у меня на все эти бои такой информации нет. Но в целом, насколько я помню, тебя ни разу нормально не сажали на жопу. Ну, так и есть. Так ну вот я нацелен это сделать. Ну хорошо, но это не значит, что ты нацелен меня травмировать. Поэтому... При этом я и хочу, чтобы это сопровождалось какой-нибудь травмой. Ну какой? Ну вот видишь, то есть... Ты нацелен сделать человеку травму, чтобы... Я нацелен сделать тебе больно. Я хочу сделать тебе больно. Я тоже сделаю тебе больно. Но Ну, тогда это мы выражай посмотрим. свои мысли правильно просто. Я говорю то, что я никому не желаю травм. Вот нереально, ни одним пацанам. Все, которые дрались на топ-доге, кто получал травмы. Даже вот Анубис, да, он дрался, там, получил травму глаза. Ну что, это круто, прикольно? Нет. Это очень плохо. Анубис дрался на хардкоре. А бойцы топ-дога, я считаю, это отдельная каста людей. И даже то, что мы подеремся на топ-доге, я все равно, к сожалению, не могу себя и тебя причислить к этой касте людей. То, что делают эти бойцы, это таких боев, это самые жестокие и страшные бои, которые есть в мире. И таких жестоких и страшных боев у нас по факту, типа, эта история, мы должны ее закончить. Это очень крутой, интересный, все-таки хайповый бой. Я надеюсь, что он будет очень зрелищным и красочным, но... Я боюсь, что мы не можем соперничать с этими людьми, кто действительно дерется на топ-доге, потому что там происходят самые страшные бои. Слушай, я не претендую, если честно, с ними соперничать. Я надеюсь, что ты не получишь таких травм, которых получил я когда-то. Вот самое главное, вот я на это надеюсь, что вот ты их не получишь. И не желаю тебе вообще травм. Я хочу отправить тебя в нокаут, хочу выиграть, хочу сделать больно, но не сделать тебе никакой травмы ни в коем случае. Можно Нет вопрос? такого преследования. Я не преследую. Сейчас, на самом деле, у нас с тобой, у каждого есть проблемы с руками, и когда я говорю, что я нацелен там сделать тебе травму, я и готов к тому и уверен, что сделаю травму к себе, потому что у меня очень ограниченное количество ударов на моей правой руке, но я надеюсь, что его хватит. Дай бог. Все, давайте пожелаем ребятам, чтобы их желания совпадали с их возможностями. Свят. Да-да, пожелаем им наконец-то подраться. У меня вопрос к Искандару. Ты вот здесь сидишь, а я что-то посмотрел, а с кем у тебя бой, когда, зачем, куда? А бой? Да, у меня спарринг с тобой же должен быть. Вот это гон. Вот он сейчас говорит, поехали, а что нет? Я вот лично 3 раза присутствовал в зале, когда он не пришел на тренировки к Искандару. Он Слился. трижды обещал и потом не брал трубки. Он не брал трубки, не отвечал на звонки, Я просился пришел, на я потом спарринги и не пришел. приходил. Я обещал 2 раза. Мы же занимались уже вместе, что нет? Что ли? А 2 раза Не обещал. пришел он только тогда, когда я не Ну, я пришел в зал. работал, уехал, улетел, прилетел, Даже не позанимались. написал, бля. С кем бой у Не, тебя мы с тобой будет, а? бой пока, не знаю, определить. Неизвестно. Искандар Определи здесь, как нормального первый соперника. чемпион топ-дога с перстнем на его руке. А защита примерно когда будет? Когда Защита определится будет боец. Когда определится боец нормальный. Жду жесткого Сейчас соперника. в топ-доге весовая 64 килограмма, она лучше всего укомплектована. Там на самом деле происходят одни из самых интересных и зрелищных боев. И Искандар уже чемпион, ему не нужно драться на каждом турнире. Он сейчас ждет действительно достойного претендента. И уже через турнир, на 9-м турнире, будет претендентский бой между Михаилом Сукиасяном и Охотником. И там уже определится. И вот как раз, Миша, давай, что ты хотел сказать? Да, всем привет, Михаил Сукиасян. У меня вопрос к Золотому. У меня вопрос к Золотому, но перед этим я хотел обратиться к вам, парни. Вот смотрите, какая ситуация. Вы говорите, что к вам настроен негативно, правильно? Но вы не чувствуете, что вы сами излучаете этот негатив. Смотри, Артем, ты сидишь, говоришь, подожди, сейчас я скажу, что ты показал пример детям, правильно? Да, где-то я с тобой согласен, но вы вдвоем сидите мат-перемат. Вы же можете без этого общаться, вы же вроде умные, адекватные ребята, правильно? И ты же подаешь какой сейчас пример? Ну, дети также будут смотреть и будут делать трэш-ток. Это некрасиво на самом деле. Вы сами излучаете негатив, парни. Вы сами излучаете. Все, не, я не хочу ничего, я просто сказал свое мнение. У меня вопрос к Золотому, Тим.
Понятное дело, что вот этого персонажа ты пройдешь. Как бы, если ты сам все руки не травмируешь. Ты очень уверен в своих прогнозах. Не только я уверен. Я думаю, что 99% присутствующих в этом зале хотят, чтобы он тебя побил, потому что ты вызываешь негатив. Реально вызываешь негатив. Просто. Анубис, я не хочу. Да, я скажу. Ты понимаешь, вот своим дешевым трэш-током, своим дебильным смехом ты вызываешь негатив. Тим, смотри, к тебе, братан, вопрос. Когда ты пройдешь этого персонажа, назови, пожалуйста, двоих сильнейших ребят своей весовой категории и какие у тебя планы после него. Спасибо. Не хочу вперед заглядывать, скажу так. Впереди у меня бой с Анубисом, и я на самом деле очень очень серьезно к нему подхожу. Это голые кулаки, и я настроен на очень серьезный бой. Хоть все думают, что 99% что я выиграю, это голый кулак, и он может залететь, какая-нибудь буханка, и все, спать. Вот такая тема. Двух бойцов, Анис Сукиасян, Искандар Валера. Я считаю, лидеры. Ну и я. Ну, я не знаю, как будет, если Искандар не восстановится, да... Да я уже все, что готов почти. Готов? Конечно, я жду вас и все. Меня? Кто придет, тот и ляжет, короче. Ну, посмотрим. Но я хочу реванш. Я честно говорю, я хочу реванш. Доберешься, базара ноль. А вот этот бой, он вообще не в счет. Это просто, я не знаю, подачка от регбиста. Не, ну не знаю, подачка, не подачка. Как же вы заебали, ну. Мне Слушайте, позвонили. меня никто на жопу ни разу не сажал. Моя башка крепче, ты нормальный чем ваши пацан, кулаки. я ничего говорю, да, ты нормальный. Ну, раз в год и палка стреляет, да? Это он мне уже говорил там за кулисами эту шутку, мне кажется, он готовил неделю, бля, пиздец, браво. Так, можно вот вопрос там очень долго зреет. Мне Давай. кажется, я уже даже хочу перстень получить, потому что ты очень много сегодня говоришь, бля, серьезно. Анубис, не газуй на меня, я с тобой точно драться не буду. Вопросы зала. Так, Даня и Артем, я вам хочу искренне пожелать, чтобы вы очень хорошо подошли к бою, без травм, просто вышли друг другу морды набили, кайфанули и все. И все обрадовались. И вопрос у меня к первому европейскому бойцу с Латвии. Латвии к Данику. Даник, добрый вечер. Добрый вечер. Просто хочется услышать пару слов, как тебе организацию Топ-Дог, как вообще тебе, вот, грубо говоря, пресс-конференция, как тебе там зал, в котором ты тренировался, и какой у тебя план на бой. Спасибо. Организация супер. Всем добрый вечер. Это настоящий андерграунд, это очень жестко. Выходя на этот бой, я готов ко всему. Моя цель будет стараться снести голову сопернику. Думаю, что у него цель такая же. У меня, кстати, очень серьезный соперник. Скоро, надеюсь, анонсируем его имя. Ну, можно и сейчас сказать, это боец, который давно дрался с Майком Замбидисом, как бы Даник Утенок. Да, он дрался с ним 3 раунда, так что я считаю, что это очень... Да, бой дошел до решения. Так что как-то так, да. Я очень рад здесь находиться. Я находился во многих организациях, я дрался много где по Европе, я был в Америке. Хочется попробовать себя здесь. Это жестокий вид спорта. Почему нет? Вопрос: 5 пулевых ранений откуда? Вот это вопрос. Что за тема, что за движуха? Так, делюгу. Просто уличный конфликт. Кстати, прямо перед этим я должен был в феврале прошлого года, вот мы с Даней общались, я должен был приехать, но случилось так, что я оказался в реанимации. Да, долго восстанавливался. Это будет мой первый бой, я не дрался больше года. 8 февраля был мой последний бой по ММА с соперником, у которого не было поражений до того. И так что да, вот так я возвращаюсь. Вся страна про это говорит, если честно. Очень много внимания у меня дома. Думаю, что будет много новых болельщиков Топ-Дога. Это круто, круто, круто. Топ-Дог идет в Европу. Приветствую, меня зовут Ибрагим. Вопрос к Анубису. Что ты чувствуешь перед боем, когда выйдешь с Тимуром, с крепким соперником? Неимоверный кайф. Неимоверный кайф? Да, потому что этот бой может изменить полностью мою жизнь. Такой человек я еще никогда не видел, признаюсь. И я смогу разобраться со всеми своими проблемами и жить, и кайфовать наконец-то, а не батрачить и ездить, блядь, продавать шмотки на Авито, блядь. Ну и ж не просто так я тебе сказал, что про 5 миллионов. Молодец, кайф. Если вы хотите наконец-то увидеть нормальный человеческий настоящий бокс, то 21 мая будет турнир «Газфайт», который устраивает Василий Михайлович Вакуленко, более известный как Баста вам всем, где в главном бою будет драться Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.
И в соглавном бою буду драться я за титул чемпиона мира среди молодежи по версии IBF. Так вот, это будет происходить в Химках. Пользуясь случаем, я анонсирую это событие еще раз здесь. И welcome, смотрите, спасибо. Главное, чтобы он не был похож на другие передачи РЕН-ТВ, которые обычно идут в это время. Пользуясь случаем, хочу спросить. Если бы была возможность выступить также на телевидении, на большой арене, против чемпиона кулачных боев Искандара Зияева, есть возможность организовать? Кулачных боев? Да, вот. Нет, исключительно нет. Не выступите по-разному. Мы же с тобой как бы общались. Ну и мы не что? будем же разыгрывать сейчас тут какую-то историю. Мы переписывались как бы с Искандаром. Он хороший парень, мне он То есть нравится, правда. независимо от денег, от масштабов и трансляций, мы никогда не сможем увидеть бой Смотри, Искандар Зияев На против перчатках Владимира мы Мошева. зарубимся. Я же могу сказать сейчас да, правильно, а потом, если вдруг это через какое-то время произойдет, мне же никто не будет говорить, ты же тогда сказал, что не будешь драться, а теперь дерешься. На данный момент, при том, что я вижу, да, то, что мы имеем, мне это не интересно. Я бы не хотел бы... Почему? Смотри, тут же вопрос, опять же, смотри, как сейчас я сформулирую мысль. Он хорошо? за пояс дерется, Секунду. нахрен ему сейчас ему кулаки. Вот, Мне кажется, он настроен... Он может во-первых, отнять раз, пояс кулачных а во-вторых, боев. смотрите, Артем же прав, Тарасов, в том плане, что какой-то же есть к нему негатив из-за того, что вот это происходит, правильно? Твои бои. Тем не менее, он сказал, что он дерется, за большие деньги, правильно, за 5 миллионов, насколько я могу понимать. И как бы это его выбор, в пользу денег, правильно? Ты мне предлагаешь фактически сейчас такой же вариант, что я выберу, деньги, да, или то, что мне интересно, и бокс как какую-то культуру, бокс как философию, бокс как искусство. Конечно же, я выберу бокс как искусство, и ни за какие деньги не хотел. Я хотел бы зарабатывать большие деньги, делая то, что я люблю. Хорошо, а по боксу? По боксу это можно было обсудить, это интересней. Мне это интересней. Я Искандару предлагал, можно сначала попробовать хотя бы, можешь приехать в зал, провести спарринги, Зачем спарринг? чтобы Сразу понять подраться. вообще сразу, что происходит, чтобы не... Я знаю, что происходит. Чтобы зрители потом не... хочешь сказать, прочувствовать, как не происходит пугать. со мной. Вот, да, тем, что кстати, произошло. можно я тоже свою ремарку скажу? Там все говорят, там РЕН-ТВ говно, бой говно, понимаете? так не говорил. РЕН-ТВ не говно. Примерно то, что вот там... Раньше, извини, Тём, перебью, РЕН-ТВ это вообще какое было прекрасное после 12, ты чё? Многие выросли на этих фильмах. Я тебя абсолютно поддерживаю. Вот, Абсолютно поддерживает. Но заметьте то, что, допустим, да, мы здесь уже сколько находимся, и вот там бой, там Кокляев-Тарасов, он обсуждается, да, и рейтинги РЕН-ТВ, да, которые они говорили, то, что это было чуть ли не круче, чем Кокляев, допустим, Емельяненко. И если это, допустим, приносит новых зрителей, вот ты как профессионал, ты говоришь, это плохо. Вот задумайся, кто такой Федор Чудинов и Челемба? Они их знали, понимаешь, они их знали ты, да, там твой тренер, там еще кто в индустрии. Но благодаря, допустим, нашему бою с Михаилом Кокляевым, количество людей, которых вообще никогда не разбирались ни в боксе, они пришли, посмотрели прямую трансляцию, они посмотрели прямую трансляцию на РЕН-ТВ и узнали о таких боксеров. И что, это плохо? Это Нет, хорошо. смотри, Это хорошо. Мне можно ответить. Я думаю, об этом можно рассуждать бесконечно. Да, это просто вопрос, Хочу спросить у Артема Тарасова, как человека с опытом работы на телевидении, в частности РЕН-ТВ, как ты считаешь, бой регбист Артем Тарасов был бы интересен на РЕН-ТВ? Да, конечно. Да, интересен. Я тебе, как не человек, который не общается с НТВ, отвечу, что да, конечно, это интересно будет любому телеканалу. Ну и пусть все наши зрители напишут о том, чтобы мы могли плодотворно провести переговоры с РЕН-ТВ, о том, насколько это интересно. И, возможно, этот бой состоится действительно на телевидении. Конечно, конечно. Мы все этого хотим, чтобы в привычное время включить РЕН-ТВ и увидеть там знакомые лица. Вопрос к Антону Шипачеву. Спасибо, Чип. Спасибо, Чиби, что перевел У тебя, внимание на наш я как помню, взгляд. недавно был дебют на хардкоре, и ты там круто подрался. Приоткрой ширму, почему перешел в топ-дог оттуда. Всех приветствую. Сложилась такая ситуация, что, наверное, не сошелся мнением с организацией. Больше понравилось отношение топ-дога, как подходят к бойцам, как информируют бойцов о ближайших турнирах, о сопернике и вообще
такая братская атмосфера. Парни все вообще достойные ребята, бойцы приняли как своего, и вообще такая душевная обстановка. Я прям в хорошем смысле очарован лигой. Спасибо. На уважении просто, на уважении все, на уважении. Ладно, пацаны, вообще ребята, руки не тяните. На верхнем ряду здесь есть очень большие парни, которые хотят вступить в игру. Рустам, что ты хотел сказать? Да, на самом деле, пока я хотел, я уже перехотел. Я хотел, на самом деле, когда разговор шел Тарасова с регбистом, было немного забавно, потому что два чувака, которые еще никогда не дрались на кулаках, разговаривали о том, что они нанесут какие-то травмы друг другу. Поверьте, ребята, когда вы там окажетесь, ваш план на бой, он, скорее всего, не будет работать. И такой вопрос сначала к тебе, Дань, потом к Артему. Вы не очкуете вообще драться на кулаках? Четкий вопрос. Я перед этим посмотрел интервью Артема Тарасова, хотел чуть-чуть подготовиться. Я так понял, что Артем, по сути, никогда не дрался на кулаках не в плане спортивного мероприятия, а и на улице. Что все схватки на улице, они приходили в борьбу. Да, все верно. Ну, поэтому я думаю, что этот вопрос скорее адресован ему, потому что в моей жизни складывались ситуации, когда мне уже приходилось драться с кулаками, и план на бой канал. То есть очковать этот не вижу смысла. Очковал бы я, если бы выходил вот как вы, там реально жесткие темы. Когда вы выходите там мастер на мастера, это страшное вообще мероприятие. Среди нас... Я тоже на мастера выхожу, по самбо. Я отвечу на твой вопрос. Вот, что касается улицы, да, почему, допустим, мои все бои заканчивались на улице в основном броском каким-то и так далее, да, потому что, ну, я занимался всю жизнь борьбой, и, допустим, драться там с кем-то на улице лучше бросить, спокойно прижать соперничка, и он успокоится. Это первое. Второе, естественно, бой, любой бой, да, там кто-то может говорить, что там вот, ему нравится это драться все время, но в любом бою есть все равно какой-то соревновательный спортивный мандраж. Вот. На голых кулаках я никогда не дрался, какой он будет, я не могу сказать. Вот когда я дрался по боксу, этот соревновательный мандраж был минимальный. Когда ты дерешься по ММА, там еще больше. Борешься по грэпплингу, там вообще пофиг. Поэтому, ну, не боимся вы? Нет, не боимся, будем драться, мы бойцы, а что делать? Артем, а стоит ли нам ждать, может быть, каких-то элементов из борьбы в предстоящем поединке? Может, ты что-то готовишь там? Подходи, обнимай, что-нибудь такое. Я не вижу смысла. Это как Ляев меня ты имеешь? Я не вижу смысла. Я пришел в организацию Топ-Дог, чтобы подраться на голых кулаках. Да, были предложения подраться по ММА, но Даня, у него своя организация, он захотел сделать этот бой. В принципе, он растет, он большой молодец, тем более 10-й ивент, сделал 2 такие громкие фамилии. Это, конечно, успех. Поэтому, ну, я в этом успехе, да, не помогу и надеюсь, что наш бой, для меня на самом деле, как бой пройдет, все, я каждый свой бой говорю, мне наплевать, как пройдет бой. Я просто хочу, чтобы это было месиво, красиво, и чтобы зрителю это понравилось. Да, я тебя понял, красавчик. Просто на секретном видео у Кимчи там с тренировки мы там слышали советы от Никиты Солонина там по кулачным боям небольшие. Да, Никита Солонин, да, у него определенный стиль боя. 2 раза ударил и обнял. Обнял, поцеловал, убежал, да, я слышу. Я не знаю, обнял, поцеловал, убежал. Никита Солонин, кстати, очень хороший боец, на самом деле, уже провел 6 боев на кулачных боях, и у него скоро состоится бой с Чуршамбе, совсем скоро, поэтому посмотрим, я думаю, он тоже еще о себе заявит. Ребят, прошу прощения всех, кто хочет задать вопрос, но тут такой уважаемый человек руку поднял. Пожалуйста. Вопрос Михаилу Черкесу. Вопрос тебе. Ты очень хорошо залетел, провел красиво свой первый бой. Тебе дали хорошего бойца, который провел 5 боев и в медиа очень известный. Это Валера Заботин, любимчик публики. Вот. И такой вопрос тебе. Ты понимаешь, что если ты его нокаутируешь, у тебя рейтинги взорвутся сразу вверх. И вопрос в чем состоит? В каком раунде ты хочешь нокаутировать Валеру? Спасибо. Всех приветствую. Спасибо за вопрос, Гаджи. То можно до конца вечера слышать, как Артем Тарасов дрался с Кокляевым. Вот. Я не настроен никогда на нокаут. Я, дай бог, мы будем драться без травм, закончим все красиво, все 3 раунда подеремся, всем понравится. Но, как говорится, победа любит подготовку. Я желаю тебе удачи, Валера, в бою. И вам всем понравится, будет очень интересно, я обещаю.
Так как ну, как вы заметили, что я как могу и зарубиться, так и на технику поработать. Так что любые расценки, хоть в стойке, хоть в рубке, хоть в борьбе. Пока у тебя микрофон, я хотел бы, знаешь, что тебе, Миш, спросить. Ты в прошлый раз говорил, что для тебя главное, чтобы на работе у тебя, ну, в отряде милиция, не узнали, что ты выскакивал на кулаках. Удалось ли тебе скрыть о своем поединке? Или следствие ведут знатоки там у тебя? Никаких последствий не было, все, соответственно, узнали, были довольны, рады. Самое главное, что я приехал без травм, как мой соперник. И все. Ясно, ясно. Валерик, слушай. Я думаю, еще вопросов не будет, да, по счету моей работы? Больше нет. Теперь по этому поводу мы обратимся к твоему сопернику. Валера, был ли у тебя опыт противостояния с сотрудниками полиции, милиции и правоохранительных органов прежде? Не было. Ясно. Где ты был тогда все это время? Где ты пропадал? После небольшого были травмы, залечивался, ездил на турнир, опять ломал пальцы, потом восстанавливался, ломал пальцы. То есть такая вот проблема была с руками. Но еще подготовился и покажу себя в лучшей форме. Короче, бой пройдет так, как пожелаешь ты. Хочешь зарубиться, зарубимся. Любые расценки, Валера, любые. Не понял еще раз. За бонус газуем. Да, давай за бонус. Сотка Даня, пойдет. слышал это? Да, я слушаю. Уникальная возможность подраться с полицейскими, тебя еще за это не посадят, так что все нормально. Один уже воспользовался ей по полной. Всем привет, меня зовут Тимур. У меня вопрос к чемпу. Искандар, говорят, ты не в полной мере подготовился к чемпионскому бою. Можешь как-то это прокомментировать? Спасибо. Да, у меня были травмы, и меня вообще хотел Даня не допускать к этому бою, что и тренера говорили. Но я был намерен серьезно. Я знал, что бой не продлится всю дистанцию, иначе я могу сломаться. Я выходил сделать нокаут. Ну, так и получилось. Был готов на 30%, наверное, максимум. Всем добрый день, меня Шамиль зовут. У меня вопрос к Алексею Мельнику. Мельник, у тебя есть одно поражение от Мурада Арцулаева, Дитка. Что пошло не так в том бою и принципиально ли для тебя закрыть это поражение именно с этим человеком? Секундочку. И второй вопрос к брату по прическе Юрию Рябой. Во-первых, поздравляю тебя, шикарный бой. И у меня такой вопрос. Как ты умудряешься совмещать работу массажистом? Работаешь ты, по-моему, если я не ошибаюсь, моделью. И еще сейчас как в топ-дог залетаешь? То есть, как это все? Объясни, пожалуйста. Спасибо большое. Если честно, то уже не особо интересно проводить с ним бой, так как мы договаривались. Я думаю, все помнят то, что на этот турнир с ним сойтись и провести реванш. По поводу того боя ничего не хочу говорить. То есть как прошел, так прошел. Я думаю, если был второй бой, было бы все уже по-другому. Но его не будет. И сейчас у меня, я думаю, намного серьезнее соперник. Хотя бой его не видел, но бой он закончил досрочно. Так что я думаю, у нас будет зрелищный бой. Раз, всем привет. Я так поставлю, потому что первый раз тут волнуюсь немножко, чтобы не тряслось. Ты бой говорил в прошлый раз, что ты в первый раз, а потом вышел, и мы все усомнились в твоих словах. Так у меня там во время боя тоже ручки-то тряслись. По лицу соперника. Насчет того, а я все забыл. Насчет того, что я совмещаю, да. Слушай, да отлично, у меня на третий день потом были съемки, пипец. Ты, конечно, жесть, у меня вся рожа заплыла из-за тебя. Даня, ты говоришь, что все прошло гладко, да ни хрена не гладко, я как панда был, у меня все стекло. До этого, когда я дрался по ММА, все было нормально. И, в принципе, я был молодой, все заживало быстро. Сейчас, я не знаю, сейчас мне очень многого это стоит, но, ё-моё, я не думал, я сразу написал нашему урагану, что, я, наверное, больше не выйду, потому что это пипец. У меня швы на руку накладывали, думаю, нахрен мне это надо, меня девчонки не будут любить.
Но тем не менее ты вернулся. Это пипец, адреналин, это очень круто. Я когда отошел, я думаю, блин, нет, как минимум еще один раз я подерусь. Поэтому это просто такие эмоции, которые я не могу объяснить, и, к сожалению, меня тянет сюда. Хотя я думаю, ты удивлен, что Артем сегодня здесь был. Я хотел спросить, удивлен ли ты, но я почему-то уверен, что удивлен за 2 года. Что? Что Артем Тарасов посетил. Мне кажется, ты до конца не верил, что он придет. Да нет, как уж он мог не прийти? Уже вроде бы о всем договорились. Я был в надежде, по крайней мере, как минимум, что он дойдет до сюда. Ну, я в это верил, и благо это состоялось. У меня вопрос к Юрию. Я тут. Да. Я всегда смотрю на дебютантов с большим интересом, смотрю по сайтам и так далее, и рекорды и так далее. Интересный момент. Это единственный боец в топ-доге, Даня, который был анонсирован как массажист. Больше вот сюда акценты уходили, хотя он уже состоявшийся давно профессиональный боец. И это была твоя просьба как бы такой вот сюрприз сделать, Даня, или это твоя задумка? Моя просьба была только не давать мне сильного соперника. Моя задумка была дать... А он просил не просто сильного соперника, он просил такого, что не будет рубиться. А я ему по задумке дал такого, кто именно рубится. А почему представили как массажиста, если это профессиональный боец, у него там 11 боев? Потому что это мое хобби. Чтоб ты знал, я выходил на Fight Nights, когда даже не знал, что такое партер. Что такое партер? Я не знал, что такое джеб. И я на Fight Nights уже дрался с мастерами спорта. А когда ты душил, улыбался и душил в партере, это тоже ты не знал, что... Если бой в Китае, то я нет, уже... Нет, это здесь было. Китай был. Нет. Я его не душил. Гильотина была. Да, я даже закрывал треугольники по чуйке. Я помню, дрался с дагестанцем, где я ему закрыл треугольник. А потом, когда начал заниматься, мне говорят, что этот прием уже есть. А ты такой, нового не создал, да? Да, я думал, я изобретатель. Юрий, я благодарен тебе, что ты дебютировал в кулачном сегменте, потому что ты реально очень харизматичный. И я думаю, шумишь ты еще впереди. И я вот хотел, кстати, Спасибо большое. ответить тоже вот на этот вопрос Кимчи. Он пришел записывать это интервью перед боем, и он сразу с первого раза вот эту заготовленную свою фишечку сам про себя и сказал. Поэтому и для нас, даже для комментаторов, было сюрприз, для меня, но не для Дениса. Кто он есть на самом деле. Но там уже тянут руку, хотя сивый, ты можешь орать и вставать, ты же сивый, что ты руку тянешь? Веди себя уже все старше. Ну давай старше. Смотри какой. Вопрос по Шульскому. Паш, привет. Как у тебя дела? Да, в целом все хорошо. Стараемся. Всем спасибо. Да, кстати, про Юру, про Всем привет, с вами Мих Сивый. Вопрос Владику Палачу. У тебя хорошая база любительского бокса. Как любительский бокс отличается от голых кулаков и какой у тебя план на бой? Спасибо за вопрос, Михаил. У меня, кулаки отличаются от бокса во многом. Вот я вышел, там кураж, ловишь кураж. Я не вижу, покажу Мельнику, как в нашем колхозе косят. Покажу зрелищный бой, посмотрим, будет очень зрелищный бой. Я не надеюсь, я уверен, что ему как... Мне еще вопрос, какие у тебя регалии в боксе? КМС по боксу. Все, спасибо большое. Я тебе скажу, в бою лучше кураж не ловить. Лучше кураж не ловить в бою. Вечер добрый, дамы и господа. Меня зовут Хайван. Собственно, многие говорят про ламповую атмосферу здесь, да, действительно хочу заметить, что атмосфера бомба, просто красавцы, в том числе и Даня, молодцы. Развивайте сегмент. У меня будет вопросы к Юрию. 2 вопроса к Юрию Рябому. Юр, смотри, я смотрел за твоим дебютом, он был действительно яркий. Собственно, вопрос. Были ли сравнения, потому что в UFC есть боец, Мишель Перейра его зовут, вы по антрометрии очень похожи, вы похожи даже внешне. Соответственно, были ли после твоего боя, после твоего дебюта сравнения с ним? Какие-то, может быть, писали люди в личку, потому что как он, дерется, это типа вообще феерия. И ты достаточно ярко появился, такой харизматичный весь в этом сегменте. Это первый вопрос. Насчет яркости, это Даня спасибо. Он и организация, они со сторон поставили вот эти красные фонари, это было прям, освещало ярко. Это поэтому. А так я... С этим чуваком нет, я его даже не знаю. Я на самом деле топ-дог смотрел больше, чем UFC. То есть там моих знакомых почти нет, поэтому я... Ты потом погугли просто, посмотри его. Я ему перед боем говорил об этом бойце. И второй вопрос.
независимо от исхода твоего предстоящего боя, кто из соперников для тебя наилучший вариант? Вот с кем бы ты хотел подраться? Ой, мне как человек нравится Чибис, вообще клевый парень, и поскольку у меня со всеми, с кем бы я ни дрался, кому проигрывал, кого выигрывал, у меня только улучшаются, ну, как-то общение, то я бы с ним хотел зарубиться, но с моими, постоянными травмами и с его, как это говорится-то по-русски? Проклятием, да, ё-моё, боюсь, но хотел бы вот с ним подраться чисто без агрессии, а так, типа, на тебе. Ну а что ты думаешь о своем нынешнем сопернике, Юр? О нынешнем сопернике что ты думаешь? Его бой. Ну, неприятненько, потому что он типа боксер, и я смотрю еще, думаю, да он как актер, как Брюс Ли такой, красивый, там, с этими вот волосами мокрыми. Думаю, клево бы получилось. А перкотики оценил? А потом, я думал, мы с ним тоже так, на тебе, чисто помахаемся по-дружески. А он написал там, что оспорят, что он там оспорит-то? Топ-дог выложил мою фотку и сказал, кто теперь самый красивый боец? А? И он такой, я это оспорю. Я думаю, ну что ты нагнетаешь? Думаю, ну, кто спорит, мы увидим, потому что, в принципе, вот даже и мне как бы коэффициенты это у не вас равные понравилось. на бой. Я понял, спасибо тебе, успехов в предыдущем бою. Спасибо большое. Давайте вот Денис давно руку тянет. Всем привет. Денис, менеджер команды No Name Promotion. Я хотел бы сказать Артему большой респект, потому что ему, мне кажется, ментально очень тяжело находиться здесь, и это сложнее, чем даже выходить на бой. Поэтому тебе большое уважение. Вот, также уважение за то, что ты принял этот бой. И тебе большой-большой респект. И вопрос к Дане. Спасибо. Дань, считаешь ли ты, точнее, согласен ли ты с мнением, что в случае поражения ты теряешь больше, чем Артем? Конечно. Я считаю, поподробнее только. Я думаю, что Артем как раз-таки сейчас согласился на этот бой, потому что он перешел в ту стадию, которую Артем очень любит, когда на нем нет груза ответственности. Потому что когда изначально начинался конфликт, и Артем говорил, я не понимаю, зачем мне ему вообще давать бой. Я теряю больше, чем он. В случае, если бы наш поединок состоялся тогда ранее. Потому что мое медиа, по его словам, оно не доходило до его уровня. Сейчас же ситуация немного поменялась, плюс на Артема оказывается очень большое давление. И я думаю, он, исходя из этого, тоже решил вернуться в бои. Он пробовал драться и с Кокляевым, и с околофутболистом. Но он понимает, что никакой из этих поединков не вернет ему авторитет, потому что все зрители, все хейтеры, все, кто подходит к нему на улице, все притыкают в первую очередь то, что он так и не подрался со мной. И сейчас, если этот поединок состоится, он в итоге ничего не теряет, потому что он выходит, и снимается вопрос о том, что он сливается. В случае, если он проигрывает, все и так постоянно говорят о том, что он слабее и так далее. А если он выигрывает, то он совершает свое любимое чудо, за которым он так гонится, когда дерется с тяжеловесами, что никто на него не рассчитывает, а он берет и делает. Но я хочу сказать, что чтобы чудо случилось, для этого надо тренироваться, Артем. Просто так чудо не случится. И когда я все вот это вот говорю, Спасибо. и даю тебе время на подготовку, и постоянно вот так вот тебя, как сказать, чмырю, как у нас говорит Чибис, я очень полагаюсь на свою любимую негативную мотивацию, потому что я очень хочу и верю в то, что ты в состоянии разозлиться на самого себя, на всех людей, кто в тебе сомневается, чтобы забыть ту богемную жизнь, которую ты приписываешь мне в виде клубов и дискотек, и пойти в зал и не вылезать оттуда в течение 2 месяцев до нашего 10-го турнира и выйти то, что ты так обещаешь всем зрителям, так называемый бой, красочную рубку и зрелище. Я верю, что ты это сможешь сделать, только если очень сильно на себя разозлишься и очень стараюсь тебе в этом помочь. Но чтобы это случилось, ты должен пойти в зал. Дань, спасибо за ответ. У меня буквально еще один вопрос к Артему. Артем, если не брать бой с регбистом, кого бы ты выделил из топ-дога потенциальным соперником? Честно говоря, да, там я не особо слежу за вообще, я не знаю бойцов хардкора, бойцов топ-дога, но я знаю вот Силу, потому что мы с ним общаемся. Вот. Золотой. Золотой, сивый вон сидит. Золотой, сивый. Я знаю, Спасибо, вот, да. близкий, спасибо. Я знаю Золотого, потому что мы с ним Он на общались. тебя подписан. И, кстати, мы Он как... Ты подписан на него?
Конечно. Дай сказать ему. И мы вместе как-то ходили как раз в те места, о которых ты говоришь, вместе с ним было дело. Вот, знаю я Сиву, потому что он выиграл Чоршамбе, я тогда увидел и ему написал ему, типа, респект. Ты с кем переписывался еще? Да, я с ним переписывался. Всех на карандаш. Я ему написал реально молодец, показал крутой бой, самое главное, показал нормальное человеческое поведение, да, которое должно быть, а не вот то, которое происходит. А вопрос еще какой был, напомню. Потенциально интересен был какой-то соперник из топ-дога, если это не регбист? Сейчас мне потенциально интересен только регбист, потому что других соперников я практически не знаю. Вот, и я, в принципе, я не кулачный боец. Я говорю, то, что это новое для меня, я пробую новое, я захожу, знаешь, как школьник, там, к старшеклассникам, прихожу в эту организацию и, хочу себя показать. Как это пойдет? Может, это мое, нифига. Может, я выйду там, покажу такое, что я сам из себя ожидать не буду, и мне это понравится. А может быть, наоборот, я подерусь и скажу, да ну нахер, понимаешь? То есть, тут непонятно. Как можно говорить о том, то, чего не знаешь? Все, спасибо. Я думаю, аплодисменты тут надо обоим. Кстати говоря, об ожидании этого боя, вот мне лично хочется вспомнить один случай. Когда мы ездили с Даней на сборы в Прильбрусе, где тренировались наши парни, там Сергея Харитонова, куда они были приглашены. Ситуация, представляете, горы, лес просто. Идет тренировка, парни бросают камни. Вдруг подъезжает какой-то УАЗик, оттуда вылезают два мужика лет 50. Что-то кашипошатся, делают, потом они видят нас, у них такие глаза. Подходит, первый вопрос, который они задают, какой? Это регбист? Мы занимаемся там. Он говорит, да. Второй вопрос, какой они задают? Когда бой с Тарасовым? В горах просто, где-то, непонятно, два мужика 50-летних. Этот бой реально ждут все, это просто 100%. И раз уж речь пошла о No Name Promotion, у меня есть как раз вопрос от зрителей, который связан с ними косвенно. Итак, вопрос от подписчиков. Уважаемые организаторы Топ-Дог, такой вопрос интересует. Как меня, так и многих других любителей кулачных боев. Проведете ли вы в ближайшем будущем схватки между бойцами Топ-Дог и Барнакл? Благодарю. Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу заметить, что первый российский боец, подписанный в итоге в Bare-Knuckle, это был у нас Евгений Моряк. И отчасти он начал, не отчасти, а по факту, свое имя он сделал и начал свою карьеру на голых кулаках именно в Топ-Доге. И как раз-таки сейчас, просто это еще до конца не объявлено, первая девушка, которая будет драться на Топ-Доге, это будет Екатерина Макарова. Она в зале! Которая будет драться на Bare-Knuckle. Это Екатерина Макар, первая девушка из России, которая будет драться на Bare-Knuckle. Это также боец Топ-Дога. И то есть всего за год два единственных бойца из России. И тем самым мы как раз-таки там и увидим. Бойцы Топ-Дога против бойцов Bare-Knuckle. Если возможно, я прокомментирую, добавлю. Мы сейчас находимся в завершающей стадии. Я думаю, что команда, с которой мы начали работать на тему подписания Екатерины, она анонсирует это в ближайшее время о наших результатах. Катя, встань, пожалуйста, мы хотим тебя видеть и пожелать тебе удачи. Давайте поддержим. Я хочу сказать спасибо Топ-Догу и регбисту за то, что вот почти год назад он пригласил меня сюда. Я провела здесь 2 боя. В принципе, это офигенный старт. Спасибо тебе. И организации. Спасибо. Миша. Да, у меня вопрос. Во-первых, Мельник, рад тебя видеть. У меня вопрос к Владиславу. Как ты относишься серьезно к Мельнику или тоже приехал за легкими деньгами? Все. Вопрос от Михаила Фартового. Я так и знал, что да. Смотри, заточил, да? Сейчас ответь. Что я тебе руку не пожал после боя? Не-не-не, смотри, Или не пожал, что? твое дело. Если ты говоришь, что фартовые, то ты нифига в боксе не понимаешь. Весь третий раунд я пытался засунуть этот правый. Вы угловые сами виноваты, когда вы не давали указания нормальных. Вы говорили в стиле Рокки, давай, он твой. А весь третий раунд я пытался засунуть этот удар справа. Ты видел, как Поэтому засунул? ты не понимаешь, Ты смотрел вниз. Мельник. Ты смотрел Если что, вниз. я подушку тебе дам, передашь ему, Да, хорошо? да. Делай вещи, братан, делай. Подожди, когда мы с Мельником дрались, вы еще только женщин видели на фотографиях, поэтому делай дела, братан. Я верю в тебя, Подольск топит за тебя. Давай. Верь. Ему как тебе не повезет, не волнуйся. Это не везение, братан, значит, ты не понимаешь в боксе. Вов, объясни людям вообще, что такое бокс, объясни. У нас в зале специалист по боксу. Что такое бокс? Бокс, когда смотришь в пол и кидаешь правый удар, и ты попадаешь?
Ну, стоп, дай я отвечу на этот вопрос. Смотри, а какая разница, куда он смотрел? Он попал? Не, но он, же- ты говоришь, он говорит, типа, что это он lucky говорит, что punch, это да, так правильно? задумано Типа, было. что Это так не было повезло. задумано. Смотри, у него в углу были профессиональные тренера, в том числе Андрей Чарук, которого я очень уважаю. И если ты как бы, послушаешь, я просто не знаю, на записи слышно, что говорят угловые, Дань? Да. Если ты послушаешь, я думаю, там должно быть слышно, как, в принципе, эту правую руку они готовили. Вопрос в том, что он смотрел не на соперника, странно. Но когда ты пытаешься, там, допустим, обмануть, делать какие-то ложные движения, ты же не смотришь на соперника. То, что он закинул эту закидуху, За 5 секунд он ждал, да? готовил ее. А? Готовил, да, за 5 секунд до конца боя. Ну смотри, просто она не проходила до этого, а прошла за 5 секунд, правильно? Он ее несколько раз выкидывал до этого. К сожалению, до этого не проходила, и тут прошла. Но вопрос это не в везении, типа... Ну, не знаю, профессиональный боксер, и я не увидел ничего такого, что там профессиональный бокс Везет был. сильнейшим, Смотри, кстати, если что. Вот это хорошо. Тупо да. делать геймплан на один удар. У тебя был рассчитан геймплан на один удар. Слушай, я даже видел, как ты разминался. Ты ударом... Я сам это сделал. Дай ему. Смотри, геймплан не был там то, что именно этот правый удар. Почему пошло после второго раунда, когда я подошел в углу, понимаешь, у меня в углу был Андрей Чарук, это хороший специалист. Мы с ним поговорили, я говорю, глаз плохо видит, говорит, тогда попробуй правый засунь. И если кто-то тут в боксе понимает, когда Орел бил, он в основном только оттягивался. Второй удар я уже нанес, когда я понял, что осталось 10 секунд. Единственный шанс. Прихватив его, все прекрасно понимают, если ты соперника хватаешь за корпус, он психологически, автоматически опускает руку. Ваш мастер спорта постоянно бил и руки опускал. Поэтому этот удар пришел уже во втором раунде. Все было нормально. Я недоволен работой судьи, потому что в первом раунде был нокдаун. Был нокдаун флешка, не отчитали. Не был нокдауна. Был Смотрел нокдаун. этот бой, там не скажешь, Да, что Валера я бегал. смотрел. Понимаешь, Он просто тебя смотри, избивал. 16 числа Мельник покажет, кто папа. Давай. Это 100%. Увидим. Это 100%. Это знаешь, называется, как у нас в Орле вот это, когда бьют пощечины, шлюхобойка, когда бьют так. А кто бил лицу. меня пощечину? Кто бил? Тебя, Валера, 3 раза ударил пощечину в конце. Кто уронил? Это был на самом деле не только бой вечера, я считаю, это был просто нокаут вечера. Так красиво, Ну, орлы тебе вообще повезло, не летали тебе еще. повезло, ты думай, как хочешь. Если Значит, ты готовил нифига туда, не... тебе Знаешь, повезло. Ну, что после значит? того, что ты говоришь, я теперь верю, что Мельник тебе просто Да. покажет, что такое. Ты говоришь, что ты уважаешь и яйца показываешь после боя. Не, яйца показываю. Ну да. Вы, подожди, мой угол все видели, ни разу не оскорбили Орла. Вы постоянно, он твой, вали его, все, это легкая работа. Мой угол хоть как-то вас оскорбил, а я как мужчина подошел, что руку пожать. Я тебе руку не пожал, потому что я тебе сказал, дай Валере реванш, я тебе пожму руку, ты не дал реванш. Хорошо, слушай, вы все говорите, вы отчасти виноваты, что Валера проиграл. Вы, потому что не говорили, что Миша готовит правый удар. Хотите реванш, парни, готовьте бабки. Я за медальки не дерусь, как в Орле. Готовьте бабки и все. Это уже вопрос к Дане, не к нам. В смысле, всем интересен твой реванш. Я бы посмотрел. Много кто посмотрел бы. В данный момент посмотреть-то можно все что угодно, но есть рейтинговая сетка, есть какие-то логичные противостояния, и в данный момент я считаю, Сукиасян заслужил двигаться к чемпионскому перстню, у него претендентский бой, а Валера также может продолжать свою карьеру в топ-доге, провести несколько ярких боев, и тогда реванш уже действительно будет интересен. На данный момент, я думаю, все складывается самым правильным и наилучшим образом. Счет был такой, по моему мнению. Первый раунд я выигрывал Орла, плюс там был нокдаун. Второй раунд туда-сюда, третий он выигрывал. Но, ребят, если мы боксируем, допустим, 8-10 раундов, да, как в боксе, Вов, раунд мы можем проиграть, раунд выиграть. Бой не закончится, пока не было гонга, правильно? Поэтому, знаешь, как многие говорят, Орел выигрывал, но потом кто-то в зале свет отключил. У меня к нему претензий нету, все нормально, мы отбоксировали. Я говорю, отчасти виноваты его угловые, потому что они его не предупредили, что он готовит правую руку. Никто не говорит, как ты выиграл, все говорят, как Валера заигрался. Ну ладно, уже, это же люди говорят. У меня просто Mortal Kombat. забавный момент, который я подмечу, что Даня сейчас сказал про чемпионские сетки и логичные бои, и при этом, зная, какие чемпионские сетки в боксе предлагает бой с... Это чемпион топ-дога, это чемпион топ-дога, это чемпион кулачных боев самой жесткой организации в мире. Кулачных боев, правильно? Да. Еще есть один легендарный боец кулачных боев Артем Лобов, Так. но это не значит, чтобы он выступал бы классно по боксу.
И чемпионские сетки Так по а мы боксу, можем сам проверить, знаешь, какие насколько сложные. классно он будет выступать по Артем боксу. Лобов, кстати, выиграл Так давай с чемпиона тобой мира зарубимся. по боксу. Да, полом Ильяджи, По но, Ильяджи. не по боксу. Правильно? Но не И по он боксу. брал Ну, старого. понятное дело, Кстати, что он мне был на к кайфах вопросу опять и так далее. Артем Лобов, да, еще будет драться с Денисом Беринчиком, это тоже интересно, с олимпийским призером. Но они будут драться на кулаках. Тут вопрос к тому, что ты же сам, сказал про чемпионские сетки и так далее. Так. Ты же понимаешь, что в боксе... Так он тоже это чемпион. есть. Но это не влияет на его боксерский рейтинг. Кого ты побил? Что ты рассказываешь? Кого выиграл из пацанов нормально? Тебе назвать кого-то? Ну да, я смотрел пару боев. Я долгий путь. Я говорю, я какой-то к самый этому нормальный, прошел. наверное, из всех. Какой долгий путь? В смысле Нормально, долгий что путь? ты- Я чуть не Человек помню. из другой индустрии. Он из долгий путь, бокса. да, я просто- Он не хочет драться на голых кулаках. Он дерется сейчас за бой. Всё. Артем, он и по боксу не хочет. Ему же дрался с опытными ребятами, понимаешь? Не, ну он же не хочет бой с Искандером. Получается, он Вопрос, сомневается. смотри, вопрос в чем? Ты спрашиваешь, То есть типа, ты готов организовать хочу бой по драться боксу или у нет? себя Ну, у на меня только топ-доге? два... Можно два смотреть, боя. не на топ-доге, О чем не на ты, что топ-доге. значит, кого? Не на топ-доге. Смысл тогда этого? В моих перчатках можем выйти. С ним бы я подрался, я даже предлагал Я просто Ребисту с ним говорю, что подраться. как бы у меня же нет негатива. Говорю, Ладно, что, у нас типа, начинается... есть интересный Ты говоришь, он тебя даже не парит. Может, Просто градус хочу понизить мы уже немножко. ерундой занимаемся. Просто градус хочу понизить. Понимаешь, Надо- ты, надо блин. Давайте, отдать- давайте, тихо, давайте послушаем вот человек с вопросом. Да, надо отдать должное. Бой был просто огонь. То есть и Миша, и Валера были красавчики. Но вот я как зритель просто кайфанул. Миша, как в тех самых фильмах, знаете, когда он вот проигрывает, когда его избивают, и вот уже никто не верит, и он просто бам! И человек падает. Ну это же ради этого мы смотрим эти бои, Вот, я правильно? считаю, надо поблагодарить Это каждого из те этих эмоции, бойцов. ради которых мы это смотрим. Это кайф. Поэтому, Миша, респект. Ну, как говорится, после боя кулаками не машу. Да, у меня вопрос к Валере. Валер, реально красава. Нравится, просто кайфую эстетически от твоих боев. И вот как зритель, да, я не претендую там на лавры какого-то там эксперта по боксу, да. Я смотрел как зритель, мне показалось, ты действительно был хорош в клетке тогда, в ринге. И действительно доминировал. И, собственно, к тебе вопрос. Вот ты проиграл на последних секундах этот бой. Какие ментальные вообще, какие у тебя разговоры в голове после? Вот что ты ощущаешь, что ты чувствуешь вообще? Вернешься ты сильнее или у тебя какие-то, может быть, есть сомнения сейчас? Ну, расскажи, пожалуйста, вообще, что у тебя в голове происходит? Всем салют. Валерий Особов по прозвищу Орел. Здравствуй, Валера. Пацаны, это все кулаки, это все бывает, но... Да, это была моя ошибка, это была не ошибка секундантов, это была моя ошибка. Я хотел более зрелищно закончить бой. Вот когда я услышал стук уже последние 10 секунд, я хотел, ну, как говорится, больше дать еще пиздюлей Мише. Ну, как-то так. А в итоге ты после, так красиво после лёг нокаута, просто. подожди, Миша, я тебя не перебивал. После нокаута, ну, что я чувствовал? Да ничего не чувствовал. Сейчас я просто готовлюсь, я приехал только с отбора на чемпионат России, занял 2-е место, 4 боя провел, пацаны. Красава, красавчик. Я искренне считаю, что ты один из самых ярких бойцов здесь. Ну, я прям топлю за тебя. Давай, мужик, Спасибо. возвращайся. Мы ждем ярких боев. Я уверен, что еще не один бой закатишь. Изи ворк, изи мани. Я хочу напомнить бойцам, которые находятся здесь у нас на трибунах, что им не обязательно поднимать руку, чтобы я- что-то хоть сказать. Я потому что поднимал руку, у меня 2 вопроса к Дане. Дань, я уже очень... Да. Я Очень делаю, долго что я тебя терплю. нашел, но я тебя не вижу, на самом деле. Где? Да, я ближе, чем ты думаешь. Да-да-да, ну. Первый вопрос, это можно ли мне сейчас отойти на минутки 3? Я уже долго жду. Можно. Если Вот, и быстро, то второй, это, ну, везде есть рекламная пауза, все время перекрикиваются, и тут такая бойцовская атмосфера. Поскольку, мне кажется, на каждой пресс-конференции, если я дальше буду появляться, вы будете узнавать о моей профессии очередной. Я детский аниматор, вот, и показывал детишкам... И показывал детишкам фокусы, но больше удивлялись их родители. Вот. И пока я буду идти до того места тайного, можно ли мне вытащить девчонку и показать девочке фокус здесь? Это будет как рекламная пауза. Что показать? Фокус. Фокус, он хочет Фокус.
Фокусов мы еще не видели. Давайте. Вот, я фокусник. Я фокусник пых, потому что когда я дую, получаются чудеса. Дети не понимают, что я им говорю. Блин, да кто ты? А кто-нибудь нужен, какая-нибудь девушка? О, вот, можно? Ты любишь дуть? Да. Вот, нужна рука, камеры. И мы берем вот так вот салфеточку. На счет 3 придется дуть. Готова? Ну да, Давай. наверное, готова. Давай, 1, 2, 3. На. Всё, я Маг и волшебник Юрий Рябой бьет кулаком по лицу, но не ногой. Прежде чем куда-то прийти, я хочу спросить следующий вопрос. И адресовать его именно в зал. К Денису Урагану, к претенденту на чемпионскую гайку. Почему он пришел сюда и представляется как комментатор топ-дога всего лишь, а не как претендент на чемпионское звание? Где он был все это время? Почему он не поправляется, не возвращается в строй? Да, всем спасибо, меня не слышно. Представляюсь я как комментатор, потому что на следующем турнире я все-таки хотел бы провести в качестве комментатора, потому что в качестве бойца, к сожалению, я не смогу выступить. И очень надеюсь, что вернусь через турнир. Всему виной этот подлый коронавирус. Ребята, носите маски или меняйте их слишком часто. Я не знаю, что делать, но особенно спортсмены на пике подготовки очень внимательно следите, потому что иммунитет падает низко и может наказать этот хрень очень надолго. Да, я полностью поддерживаю слова. Павел, Павел, я хочу задать вопрос тебе. У тебя остался всего один шаг для долгожданного реванша с Гаджи. И тебе будет противостоять опять боксер. Перед прошлым боем ты сказал, что мой план на этот бой именно боксировать, потому что против меня будет боксер. Какой у тебя план сейчас? То есть ты продолжаешь ту же самую игру высокого боксера, будешь ее развивать, проверять в этом бою и выходить с этой же игрой с Гаджи? Ну, ситуация в том, что своего соперника я не знаю. Думал, увижу его здесь, познакомлюсь с ним, оценю его состояние, так даже внешне, грубо говоря. Ну, вот, сейчас даже не знаю, что будет. Знаю, что он моего роста, а это уже не игра высокий-маленький, здесь все по-другому. И это голые кулаки, здесь другой уровень. Вот. Касаемо вот ребятам сказать, да, вот у вас травмы рук, вы почувствуете, что такое голые кулаки, реально. Вот желаю вам здоровья, потому что знаю, что у вас очень сильные травмы с руками. После боя с Германом, вот, спасибо вопросу Гаджи, после боя с Германом, первым ударом, что Герман говорил, что весь план на бой закончился у меня, я не знал, что делать после удара от Паши. Я ударил левой рукой, травмировал очень сильно. И я уже весь раунд, последние 3 раунда уже двигался, уже так сильно не атаковал. Поэтому здесь уже концентрация силы удара и точности играет очень большую роль. Наверное, здесь, чем с каждым боем, мы становимся все лучше и профессиональнее, когда мы уже контролируем свою силу удара. Сильно бить я смысла не вижу сейчас. Лучше уже работать на очки. Ну, вот. Но к соперникам я хочу зарубиться. Вот убийца, после боя с Гаджи мне понравилась эта рубка, это кайф. С Германом не получалось, Герман хорошо перекрывался. Вот что, Герман не давал мне рубки, потому что он прикрывался, уверенно закрывался. Вот, то здесь будет все по-другому. Я хочу жесть. То есть, в принципе, ты не смотришь на этот бой как на часть подготовки к Гаджи, а, в принципе, выбираешь какой-то новый, пробуешь тактический план для себя. Я как маленький мальчик, когда только начал боксировать. Первый бой, второй бой, третий бой, четвертый бой. Когда у меня уже рекорд был в боксе за 150 боев, и я уже понимаю уровень бокса, то здесь я, как говорю, тот же самый маленький мальчик. Один бой, второй, третий. Я, может быть, не хочу через бой с Гаджи, через 2 с Гаджи. Я хочу получить удовольствие. Ну вот и все. Мне это нравится. Удовольствие и подарите, самое главное, удовольствие всем остальным. То есть, если будет предложен после вот этой победы, возможный, реванш с Гаджи, ты от него откажешься? Ну почему нет? Почему бы сделать реванш? Тем более я знаю, что его ждут все. Ну вот. Мне многие пишут, мне многие говорят об этом. Цель была Гаджи, но сейчас я кайфую от кулачных боев. Ну, у нашей организации сейчас такой план, что если ты одерживаешь победу, так как Гаджи очень тяжело найти достойного оппонента, мы хотели предложить, что ваш реванш
Он, возможно, пройдет также на 10-м или на 9-м турнире, в зависимости от того, как пройдет этот поединок с точки зрения травм. И он будет за тот самый заветный перстень. Ну тогда... Потому что ваш первый бой, это... Просто официально это еще, видимо, не было анонсировано. Это был лучший бой 2020 года. И лучший бой, который я видел в жизни. Я это уже говорил. Поэтому, если ты сейчас одержишь победу, то я бы хотел видеть этот поединок за перстень как раз-таки на реванш. У меня вопрос, Гаджи. Гаджи, как себя чувствуешь? Как твое самочувствие? Я себя... Все, там посмеялись? Все нормально у вас? Ха-ха-ха-ха. Я хочу пождать, что сказать. Это все, конечно, прекрасно. Там чувствую себя прекрасно. Регбист, сумму 7 цифр дашь нам? Ты Артему Тарасову даешь. У тебя лучший бой у тебя будет, у меня с ним. Ты это мы знаешь, обсудим. Это мы обсудим. Вначале Пашу надо выиграть, а там уже все обсудим. По-любому. Нас интересуют суммы. Мы потом все Гаджи, обсудим. я согласен. Суммы обсуждаются не здесь. Даня, ты хочешь, у тебя был уже лучший бой прошлого года, хочешь посмотрим, в этом году лучше? Я хочу, если ты он будет такой, то я думаю, суммы будут взлетела, понимаешь? Хочу. Хочешь? Хочу. Пожалуйста, все от тебя. На Тем карте более, всегда приветствуется. Тем более сейчас будет раунд, подожди. 5 раундов, 5 раундов. 5 раундов удовольствия. Это хорошие бабки. Так что готовь, регбист. Я просто хочу прокомментировать, да, допустим, когда мы говорим о суммах, вы должны понимать, Гаджи и все остальные участники Топ-Дога, что вы пришли сюда и, грубо говоря, с помощью вас, естественно, вас сделали тем, кем вы сейчас являетесь. Я пришел сюда уже человеком с именем, и кем я являюсь, поэтому у меня такой гонорар. Поэтому выкручивать яйца... Артем, у меня гонорар не меньше, поверь. Ты что-то много, по-моему, говоришь. Ты думаешь, у тебя такой большой гонорар, говоришь, в отличие от меня? Ты просто говоришь, что ты хочешь большой гонорар. Цифры. Я объясняю то, что почему лучше не выкручивать яйца своему человеку, который с вами работает, а лучше продолжать вместе дальше подниматься, но не выкручивать яйца. Типа, я там только семизначное число и буду драться. Никогда не думал, что мои яйца будет защищать Артем Тарасов. Я просто как человек, который организовывает тоже бои и занимается этим. Я знаю, что иногда бойцы начинают перегибать и типа, не могут договориться. Лучше так не делать, лучше все время идти вместе и расти вместе. И вы вместе растете как организация, а не так. Типа, либо семизначная сумма, либо, Не, ну подожди, мы и так будем расти вместе, как бы одно другому не мешает, я считаю, правильно? Я думаю, да. Понимаешь, чтобы организовать турнир, тратятся очень большие деньги на все, на съемку, вообще, очень много денег тратится. И вот вы, бойцы, вы даже не представляете, сколько денег Бойцов здоровье тратится. Артем, я болею за Топ-Дог, честно. Если скажут, ребят, вот ограничено, как бы я все равно выйду. Я выйду не за деньгами, я выйду дать сдачи или сделать красивый бой с Гаджи. Я ехал сюда за Гаджи. Потом я втянулся. Исторический момент, когда мы с Артемом Тарасовым были по одну сторону баррикады. И вот хочу спросить, есть одно видео, как раз-таки с участием Артема Тарасова. В моем рейтинге это лучший стендап 2020 года. Я вам всем очень рекомендую его посмотреть. Там Артем Тарасов на фоне кирпичной стены. Вчера показывал его Роме. Я его пересматривал раза 2 или 3. Первый раз я вообще плакал. Мне оно настолько нравится. Я вот хочу спросить. Ты вот сейчас меня защищаешь. В целом очень вежливо, в каких-то местах уважительно обо мне отзываешься. Мне, даже тяжело как-то там тебя подсекать, грубить тебе. Я хочу спросить, куда пропал вот этот человек, который так меня ненавидел, который на фоне этой кирпичной стены так рьяно меня вызывал. Я вот очень надеюсь его увидеть, потому что мне тяжело. Это возраст. Нет. Я могу объяснить свою позицию, то есть все те слова, которые были сказаны тобой в мою сторону, да, естественно, я хочу тебя спросить. Спрошу это в бою. Дальше. У меня родился ребенок, у меня сейчас жена, у меня семья. И, знаешь, вот тебе 23 года, мне 27. 27, да? Хорошо, мне 30 лет. Я могу сказать то, что каждые 2-3 года наше мировоззрение меняется. И сейчас
мое мировоззрение немножко поменялось. И веду я себя чуть по-другому. И там и на других организациях, когда ведут себя неадекватно, там ребята, да, там из команды Чоршанбе и так далее, я им тоже говорю, пацаны, ведите себя нормально. Я хочу говорить то же самое, все. Мы в бою, я думаю, все покажем. Все, надо устроить потасовки, давай делать потасовки, похуй, как бы, ну чё. Ждем потасовок. Ждем Пока вопросы потасовку. зала. Да, у меня вопрос к Дане. Я был свидетелем всего, как это все начиналось, да, вот с этой пощечины Никите. Там на видосе было четко видно, что ты был пропитан агрессией, ты был пропитан злом. Видно, что ты живешь, скорее всего, в подвале, потому что ты приехал туда именно как будто бы уничтожать. Сейчас, Так и было. сейчас ты вот, вы как два кореша, я отвечаю, вы как Да, два да. друга, которые каждый день где-то вместе отдыхают. Мы не В чем друзья, нет. мотивация теперь тебе, вот, ну, ты же не злой, ты не живешь больше в подвале, у тебя наверняка все нормально. В чем твоя сейчас мотивация драться с Артемом? Как ты можешь себя разозлить? Тогда тебе не надо было злить, ты был злой, просто злый. А сейчас ты очень добрый, невероятно добрый. Я добрый сейчас, но когда мы будем драться... Дело в том, что вообще, в принципе, я никогда не любил драться часто. Потому что мне для боя требовалось очень сильно зарядиться изначально, обозлиться. И когда я дерусь не с противником конкретно. И я про это говорил на других конференциях. Мне всегда хотелось вот драться и в этом стиле выражать какое-то несогласие с жизнью, вот с жизненными обстоятельствами. И как раз когда вот я дрался на стрелке, меня вот настолько возмущало, что я живу в подвале, меня это бесило, я был с этим не согласен. И я в этом вот всем с какой-то несправедливостью жизненной, с которой я сталкивался, я это выражал в боях. И... А сейчас-то в чем твой протест получается? А сейчас еще хватает в жизни несправедливости, с которыми я не согласен. И они все будут выражены в этом бою. Ну, может быть, тогда расскажешь? Ну, месяц назад, буквально вот весь этот месяц, я живу теперь опять не в подвале, а на массажном столе в зале. У Юры Потому что Львова. хаты у меня Не было опять нет. тебя у меня. И когда я буду драться с Артемом, я не буду также жить у себя в квартире и на шелковых простынях. Я также перееду в зал. Я люблю создавать себе дискомфортные условия. И вот действительно у меня в жизни в какой-то период все стало лучше. В подвале я больше не жил. Но когда вот я оказался и был вынужден опять жить месяц в зале на массажном столе, спать, мне это очень понравилось, потому что вот Артем говорит, что мы взрослеем. Я это уже начал ощущать, будто я старею, и что во мне нет такого запала. Но вот пока я там жил и спал на этом столе, и там перед сном смотрел на себя в зеркало, и как раз-таки вот пошел на интервью снова раскачивать эту лодку, мне снова стало это очень интересно. Я хочу вернуться вот в свое вот прежнее молодое тело и снова почувствовать все эти эмоции. Я вот хочу просто как машину времени, я использую этот бой. И там я буду такой же злой, который я был злой в первый раз. И самое последнее, как я уже говорил, я и начал драться, потому что стал смотреть на своего отца и замечать, что он стареет. И когда я дрался, я видел, что мой отец в этот момент, это самое было его счастливое вообще состояние, которое я видел. И из уважения к нему я хочу снова собрать вот в последний раз этот тандем и вместе с своим папой выйти и снова также по злому подраться. Поэтому я буду такой же злой, как и всегда. Отлично, спасибо. Вот тут, Еще кстати... вопросик один. Можно вопрос сразу тоже к Дане? Сразу нельзя. Не хочу. Сразу есть вопрос у меня от зрителей. Зрителей много, а вы одни и задаете много вопросов. От зрителей вопрос касается одного из... О ком сейчас была речь. Даня, не планируешь ли ты медийно продвинуть своего отца? Чтобы аудитория его знала, ведь, скорее всего, он в топ-дог имеет весомое слово. И хотелось бы слышать его мнение во многих вопросах, как человека с жизненным опытом. Как сказать? Я и так знаю, что его на самом деле он любит всю эту тему. И вот когда я говорю про вот это вот счастливое, он прям вот всегда, у него жизнь в нем кипит, когда мы куда-то едем драться, он прям на подъеме. На таком же подъеме, как когда он пьет энергетики торнадо. Они на него воздействуют особым образом.
прекрасные мотивирующие разговоры у нас пошли, но здесь какие-то непонятки пошли. Зачем воду мою забрал? Скажи, да, пожалуйста. И воду зачем забрал? Я не понял, что? Воду зачем забрал со стола, говорю? Че ты вот пустые бутылки взял бы уже? Че ты мою забираешь? Ты же видишь, Мало ли ты что-то захочешь поварить в них, я не знаю, поэтому оставил пустые. Спасибо большое. Так может он хотел Вопрос другой. к Анубису можно? А, Задам. привет. Анубис, я знаю то, что... Давно ты- не виделись. Да, здорово. Я знаю то, что ты вызвал золотого на бой, и все понимают, кто хоть немножко разбирается в боях, потому что золотой очень высокого уровня спортсмен, выше многих бойцов на топ-доге. На что расчет вообще? Добить раненого льва, когда он, я знаю то, что он был... Ты считаешь его раненым львом? Но он был в жестоком нокауте. Не, нокауте И не говорю. как бы я прошел Жестокий месяц... нокаут — это когда тебя берут за ноги, откачивают. Нокдаун, братишка, нокдаун. Прошло время, и Нокаута немало, не было. мало достаточно. Ну, Не фантазируй. на что вообще расчет, план на бой какой? Чем пытаешься выиграть его? Так, ну смотри, мне уже немного надоело слушать от команды Top Dog, какой я слабый боец, и в принципе... от Никто людей. не говорит, что ты Не-не-не, слабый, подожди, просто не, очень золотой многие на сомневаются самом- в моих способностях, хотя, скажи, пожалуйста... Я считаю золотого я на другом упал? уровне. Я считаю... Я проиграл! Я где-то видел полотенце, где-то видел то, что я отказываюсь от боя. Нет. Ну, решение судей, смотри. Руку подняли, окей, Я но извиняюсь. смотрите, что было бы дальше, если бы продолжился бой, можно долго рассуждать. Но ты меня своим ударом даже не пошатнул, чувак. Поэтому радуйся то, что бой остановили, потому что если бы, блядь, медали продолжить, я выбил бы все из тебя дерьмо. И ты бы запомнил надолго меня, блядь, своей истории. Спасибо. Нет, расчет на то... Вообще, почему? Расчет, Всё. то, что у меня очень крепкая голова, и он просто заебется в него бить. Я просто буду идти дальше, пока он просто не выдохнется, а потом я вот так вот сделаю, и он ебнется. Анубис. Охуенный план. Голова крепкая. Очень. А корпус? Корпус? Вот, бля. Вот это уже... Какой ну, а как хитрец. ты думал? Надо Ну, думать. проверим это, мы тоже Мы проверим, Золотой, вопрос но. к тебе. Ты восстановился вообще после того Ну, нокаута? все четко, все. Нокаута не было, еще раз. Был не тяжелый было. нокдаун. Может, про нокаут мы поговорим с профессионалами? Был или нет? Давайте. Давайте. Ты в 2008 году, когда начинал свою карьеру там любительскую, да, я уже 6 лет считал нокауты людям. Согласен Так полностью с что, вами. если ты считаешь, что его не было, ты просто ставишь под сомнение мою профессиональную карьеру. Вашу профессиональную карьеру я не ставлю под сомнение, но я как говорю, как я чувствую, я не был в нокауте. Я был в ринге, я тоже видел, там было 3 человека. Да, я согласен, я поплыл. Но Ты нокаут, поплыл, нокаут бывает, ты когда на человек 10, ты на выключился. 10 не восстановился. Но Поэтому это был тяжелый- нокаут. Это было ТКО, но это был тяжелый нокдаун. Нокаут — это когда человек упал и без движения лежит. Ну, так бой ты Я так продолжил, правильно. смог же, Не, правильно? Я не смог, я ничего Это не был говорю. нокаут, получается. Я же не отрицаю, что я смог, не смог. Ну, вообще нокаут считается, когда человек отрубился, если Да, что. вот это я имею в виду. Человек- Вы говорите про жесткий У меня нокаут, вот это типа. нокаут. Был нокаут, но не жесткий, типа, ну... Да, Не важно, как называется. Ты вырубился и включился, правильно? Нет, я Свет не погас и вырубался. Ну включился. откуда ты взял, что я вырубился, Ну, Искандар? бля, на камере все видно, что ты сказки. Ну а как хорошо, вот вы говорите, то, что я падал с опущенными руками. Извините меня, мне вот так надо было падать или как? Ну давайте будем честны. Посмотри еще раз, я упал на жопу, да. Пересмотрел? Вот сейчас Я после сразу боя начал он будет- поднимать руки. Ты начал мне наносить удар. Я еще умудрился даже голову убрать. Когда человек падает в нокаут, ты ему хоть 10 раз пни туда, он не просыпается. Вот это нокаут. Вы не у Но того, вы- не у того спрашиваете, что такое нокаут. Отстаньте от золотого. Это уже было в прошлом, все. Мы идем дальше. Вот и все. А Просто вот Денис Анатольевич, всё. ваше ничего не ставлю, да, но вы чуть-чуть не заметили, был момент. Вас под сомнение никак не ставлю. Да в этом ничего такого нету. Я вас уважаю как судью, вы опытный. Один из самых опытных судей. И мне нравится, когда вы меня судите, но я имею в виду то, что Ну, вы это был тоже крайний человек. раз, да. К вам нормально все, вы ничего не думаете, ничего личного. Просто как есть говорю. Я думаю, каждый меня поймет. Там давно зреет вопрос, который ты прервал. Вот, я бы хотел его услышать. Что, не понял? Давно зрел вопрос, говорю. Давно хотел бы- зрел вопрос, к тебе зрел вопрос, Дань. Смотри, сейчас выйдем из амплуа твоего бойцовского сегодня и вернемся к шелковым простыням, как ты сказал. Так, да. Насколько организации Top Dog интересно потенциальное появление такого бойца, как Владимир Минеев? Я думаю, представлять его тут публике не нужно. Достаточно яркий боец, да, Ну да, с конечно. характером, то есть такой... Я не против Владимира Минеева, только за. Ну,
Все, собственно, что тут тогда мусолить. Детали уже там, ну... А почему возник такой вопрос? Есть какая-то связь с Владимиром Минеевым, и вы знаете, что это его интересе? Нет, это не в том смысле, что там устроить между вами бой, а просто вот я как имею в виду в появление принципе. персонажа такого, как Есть Влад- какая-то информация о том, что Владимиру Минееву интересно подраться на топ-доге? Я могу, да, сказать о такой информации здесь, как бы в прямом эфире. В принципе, потенциально это интересно, надо просто общаться, детали как бы обсуждать. Хорошо, мы учтем это. Влад. У нас сегодня так как-то получилось, я считаю, немножко несправедливо. Весь низ говорит, расспрашивают, верх сидит, скучает. А здесь немало бойцов, которые показали ярчайшие дебюты, они очень интересные. Как Юрий, который провел неплохой массаж руками, да так что теперь придется наблюдать все твои бои, потому что это интересно. Да, это повезло, повезло. Но Михаил Черкес, на самом деле, больше всего меня заинтересовал из этого карда. Здравствуй, Михаил. И очень, Даня, такой, я скажу, грамотный, ну, на теоретический, мой взгляд, сложен бой с Заботиным. Почему? Потому что Миша себя может комфортно чувствовать, если он уходит на дистанцию, да, он хорошо уже понимает, как действовать, что, там он набирает ход. Но и Заботин работает примерно так же. У вас, ну вот, я лично, да, субъективно вижу много аналогий. И в вашей работе, и где-то, ну, психологии именно по бою. Сейчас хочу спросить, Черкес, у тебя, ты больше времени уделяешь самой подготовке, потому что тогда это было, как я помню, в отпуск, да, ты готовился. Здесь Валера Заботин, это уже такой матерый боец кулачных боев, и ты понимаешь, что он может тебя переигрывать и стратегически, и тут нужно основательно подготовиться, чтобы не было удивлений, так сказать. Я к этому бою готовился примерно 3 месяца. Как только у меня зажила рука после прежнего боя, я провел подготовку в горах, бегал, там тренировался. В общем, я подготовлен во всех аспектах к этому бою. Я знаю, что он опасный соперник, что у него жгучие кулаки. Вот. Но мы же тоже кукурузу не охраняем, правильно? Вот. Поэтому я подготовлен на все 100%. Осталась сейчас весогоночка, и все четко. Это здорово, потому что я тебя считаю очень интересным бойцом вот в плане техники. Наблюдать за тобой и еще несколько вот ребят-дебютантов отмечу. Это прямо сказка, Дань. Это точно. Спасибо. И можно один такой, может, не совсем культурный вопрос к Харону, но очень интересно. Вот когда я увидел тебя, чем-то напомнил Чака Лиддела. Вот есть такая схожесть? Зря, не зря, я думаю. Владислав, спасибо. Да, наверное, есть схожесть, и стиль ведения боя тоже люблю рубиться. Прошу прощения, хотел бы вернуться к предыдущему вопросу Николая Чибиса. Почему решил дебютировать в топ-доге? Хочу драться в той лиге, где своих бойцов уважают, ценят, и хотел бы еще подметить одну такую вещь. Волки в цирке не дерутся, там, где гробы, памперсы и прочее. Хочу драться... Спасибо. Хочу драться в достойной лиге с достойными оппонентами, где чистый спорт, уважение и выявлять, кто лучший. По поводу Чака Лиддела. Мне тоже очень нравится этот боец, и я в детстве всегда смотрел его бои и где-то перенимал это ведение его боя. И думаю, с Русланом мы закатим хорошую бойню. Мне не впервой драться с такими фактурными парнями, где я андердог постоянно, но, думаю, свое дело сделаем. Рустам, тогда готовься к стилистике кемпа, я думаю. Да, я уже со всеми рублюсь, и мне не в первый раз. А я вот хотел бы развить тему, которую начал Кимчи, задал вопрос Мише, и Валерику задать вопрос. Валера, там человек готовится, 3 месяца тренируется. Хоть что-то с выносливостью сделано у тебя вообще с твоей знаменитой? Все увидите. Все увидим. Это интрига. А можно вопросик, да? Можно? Можно? Нельзя. Здравствуйте всем. Вопрос Антону Харону. Вот я знаю, что прошлый бой в организации Х ты выступал, и у тебя не было секунданта, насколько я знаю. Организация. И я знаю, что им был Дима. Можешь что-нибудь рассказать про эту
У тебя не было секунданта на этом бою, и вот, по-моему, я, насколько знаю, Дима секундировал тебе, помогал в бою. Можешь что-нибудь рассказать? Это было в первом дебютном бою еще, когда дрались на барже. Да, Дмитрий был секундантом, очень дружественно отнесся к этому, потому что я прилетел один с супругой, но она у меня такая, у нее команда, мы в тандеме, я падаю в нокдаун, она в обморок. Вот. Поэтому секундировать мне некому было, и Дмитрий любезно согласился, и за что ему огромное спасибо. Но во втором бою там также у меня не было секунданта, и его в этом бою, наверное, тоже не будет. Кто-нибудь, вызовитесь, просекундируйте человека, кто-нибудь. Никто не желает. Я посекундирую. Я тебя просекундирую. В этот раз Орел Я будет тоже секундировать. посекундирую, если нужно. Дружище. Все, уже Орел, Орел. Договорились. Поздно. Орел, Всему бою готовься, там Орел Орел, просекундирует. зверь. Раз уж пошли вопросы про про уходы в никуда, есть вопрос от зрителей к Дане. Давно интересует, как ты относишься к тому, что некоторые бойцы топ-дог параллельно идут выступать в другие лиги? Например, такие, как Ольга Гурова, твои друзья Зелем, Ушу, Панда, Сушист, Чорж и т.д. Дерутся в дерутся и часто посещают конфы. Как ты к этому относишься? Да в целом уже, по-моему, давно понятно, как я к этому отношусь, потому что все бойцы, которые после топ-дога дерутся в любой другой кулачной организации, они больше на топ-дог никогда не вернутся. И вроде бы это должно быть всем известно. Позвольте задать вопрос человеку, который сидит в зале. Гаджи Автомат, вопрос тебе. Здесь ты, да? Вижу. Есть такой классный боец, на мой взгляд. Опять же, не претендую, да, там на роль эксперта по боксу, еще что-то. На мой взгляд, он действительно такой, себя зарекомендовавший в поп-ММА. Тимур Слащинин, да, вроде как. И вот бытует мнение, что, зрительское, да, опять же, обывательское, что зрители в большинстве бы своем хотели бы увидеть ваш бой, как двух главных титанов. Понимаю, что там вопрос организации и так далее, но вот лично к тебе вопрос. Ты бы сам хотел бы выйти с ним в ринг и доказать, кто из вас действительно сильнейший? Да, конечно, вышел бы. Мне без разницы, с кем выходить. Не то, что там принципиально. Вот, он идет хорошо, без поражений, я также иду. Вот, и я думаю, я бы вышел бы и показали бы хороший бой. Вот, и Даня Регбист его приглашал к нам драться, вот, я его приглашал на улицу драться. Вот, не мое предложение, ни Даня Регбист он не принял. Если что, эфир выйдет, 2 предложения в стиле. Просто интересно было твое мнение, спасибо. Ладно, а мне вот интересно, тут от зрителей вопросик, пока как раз у Гаджи микрофон в руках задать. И он касается и Чибиса, и Анубиса. Вопрос Гаджи. Когда был бой Чибис-Анубис, во время перерыва, после первого раунда, Гаджи сказал Чибису: «Целься в глаз». Не считает ли Гаджи подлым то, что, знаю, что у Анубиса проблема с глазом, нарочно рекомендовал ему целиться Да, именно туда? Да, не в глаз, во-первых, а в сечку. Боксер видит больное место, туда и бьет, маразм. Туда и бил, расчет был по сечу. Не, это хорошо, я это говорил, я считаю это правильным, да, это любой способ выиграть, это легальный это был способ, единственный официальный, способ. Нет, легальный способ выиграть, но дело в том, что, как мы все видели дальше, Чибис даже не попал-то ни разу, вот, и поэтому он только с правой попал, и все. Дальше Чибис просто его бил и добил. Скотт прям добил, взял. Конечно, не добил, такого не было, что просто бой остановили судьи. И Анубису, кстати, я видел на видео, я находился там, я видел, что он готов был продолжать, и он очень хотел продолжать. И меня, кстати, это очень удивило. И почему я даже сейчас не удивляюсь, почему он вызвал Тимура, хотя я также такого же мнения, что это 2 разных уровня бойцов. То же самое, что Даня и Артем, это 2 разных уровня бойцов, да, то есть, и здесь также Тимуру я ставлю 90%, а Анубису 10%. На его самооценка, да, или воля к победе, как это правильно назвать, я не знаю, она слишком у него. Кстати, вера в себя. Вера в себя, и это может очень хорошо сыграть в плюсе. А бой покажет, я думаю, пожелаем хорошего боя. А по поводу, кстати, то, что Коля сказал, что это полный маразм, я согласен. Что за бред, ой, у него там сечка, не бей туда, это нечестно. Или у него же были проблемы с глазами, нет, это же нечестно, пусть он наденет очки или повернется к тебе спиной, что?
ну, я выхожу на бой, мы пытаемся друг друга травмировать, как говорит Даня, сделать друг другу больно, и тут ссылаться на какую-то, типа, вот так, какие-то поблажки, ну, типа, это бред, это бой. Тут каждый должен победить или ты, или тебя. Ну, чё? Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Все они правильно говорили. Да, и если будет у кого-то травма, даже ее лучше не защищайте, чтобы больше крови было интереснее. Сейчас пока тут, извиняюсь, зашел разговор об уровнях, там, Артема и так далее. Ты говорил о том, что у меня никогда не было серьезной оппозиции, и что я никогда никого серьезного не побеждал. Если я выиграю тебя, одержу победу, будешь ли ты считать, что я выиграл серьезного соперника, и меня можно считать профессиональным бойцом, если я победил профессионала? Ну, смотри. Смотри, первое, да, то, что я говорил, что ты не дрался ни в каких серьезных организациях, у тебя в основном не было серьезных соперников. Да, было в стрелке, когда ты там дрался и так далее и тому подобное. Я привожу пример, допустим, я дрался в лиге М1, да, у меня там был Филипп Коварик, реально хороший спортсмен, я его выиграл, все. Буду ли я считать тебя, то, что если ты меня выиграешь, ты будешь в данном случае в кулачных боях ты будешь сильнее. Да, это у нас ограниченный вид, это кулачный бой, да, ты будешь сильнее. По ММА, пожалуйста, давай наше дело сделаем по ММА, там подеремся, посмотрим. То есть, ну, что мне сказать? Типа, Чтобы я считал серьезным спортсменом, мне нужно тебя выиграть именно по ММА. Нет. Я, смотрите, все, кто выступает, в принципе, в соревнованиях, я считаю, что это уже ребята, уже все достойные люди, которые, они выходят, дерутся и все такое. Просто я по факту говорю то, что у тебя не было серьезных соперников. Серьезный соперник для меня. Эти факты подтверждаю. По кулачным боям, как сказал Гаджи, я для тебя очень несерьезный соперник, поэтому я не знаю, что тебе сказать по этому поводу. То есть ты заведомо выходишь, считая себя слабее меня? Я так не считаю. Ну ты только что сказал, что как Гаджи автомат. Я сказал, Гаджи так считает. Но ты с этим согласен? Я с этим не согласен. Я считаю то, что я в первую очередь боец, я выхожу драться, и победит у нас сильнейший. Кем я буду считать тебя после боя? Другом своим, либо врагом, либо мы еще больше посремся. Я не могу сейчас сказать, я не ванга, я не забегаю вперед. Сейчас моя цель выйти, я уже сказал, показать красивый бой, чтобы люди были довольны. Чтобы ты был доволен, да, как организатор этой организации, чтобы я был доволен, чтобы твои бойцы сказали, бля, Тёма, пиздец, реально круто показался. Все, вот такая задача. А что там будет дальше, типа, кем считать, кем я тебя буду считать? Выиграешь, молодец, проиграешь, плохо. Все, что тут, о чем говорить? Ты настроен на все 3 раунда. Я настроен на всю дистанцию, 3 раунда по 2 минуты, это достаточно такая, легкая дистанция по сравнению, допустим, с ММА, там 3 по 5, поэтому, мне кажется, чуть попроще. Многие ошибались, вот выходя Это не сюда. легкая дистанция, уж поверьте. Ну, на голых кулаках я никогда, еще раз вам говорю, мужики, я пришел сюда новичком в голых кулаках, я не дрался никогда. Все, я выхожу и подерусь. Даня Регбис, по-моему, тоже на голых кулаках никогда не дрался, насколько мне известно. То есть мы с ним вдвоем идем в это, для нас это для обоих новое. Все. Если этот бой продлится все 3 раунда, это не считается. Я не выиграл. Если он продлится все 3 раунда, то я не выиграл, даже если будет такое решение. Я говорю сразу. Если он продлится все 3 раунда, и если тебе это будет интересно после этого, то мы сделаем реванш по ММА. Но для этого он должен продлиться хотя бы 3 раунда. Смотри, то есть ты... я понял тебя. Так, а что, бонус будет какой-то, если продлится все 3 раунда? Если он 3 раунда продлится. Бонус то, что возможен реванш по ММА. То есть ты по ММА готов выходить только в таких случаях. Ну, смотри, Дань, я пришел к вам в Топ-Дог, вот. Я пришел здесь, мы сделаем шоу, покажем красивый бой. Надеюсь, что он продлится все 3 раунда. Ну, конечно, надеюсь, что я выиграю тебя в первом. Так что ты особо не за это. Если я выиграю тебя в первом, я тебе тоже дам шанс. Если ты меня выиграешь в первом, бонус будет. Хорошо. Если ты меня выиграешь в первом, будет бонус. Какой? $500,000 будет бонус, если ты меня выиграешь $500,000 за первый раунд. Спасибо тебе большое за мотивацию. Миха, мочи. Пиздец ты бизнесмен, а? У меня вопрос к Анубису. У тебя такой прикольный стиль. Хотелось бы узнать, что это за образ. Спасибо. Я не понимаю смех Бориса Животного, который сидит напротив меня. Ну ладно, сделаю вид, что я этого не слышал. Ты сейчас получишь голову и все сразу же поймешь. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Дайте ему, пожалуйста, ответить на вопрос. Спасибо.
Просто я и есть стиль, мне тут больше нечего сказать, я дарю его всем, делюсь. Это что-то из будущего, да? Можно выглядеть охуенно, при этом не тратя много денег и чувствовать себя очень комфортно и Ты приятно. похож на сварщика. Спасибо. Все, оставим стиль Анубиса в покое. Давайте вот перейдем к вопросу. Всем привет, меня зовут Михаил. В первую очередь хотел поблагодарить Данила за то, что очередное крутое мероприятие здесь. Я думаю, стоит поаплодировать, да? Как я сказал, зовут Михаил, представитель фидбэк канала на Ютубе. У меня есть 3 вопроса. Первый вопрос я хотел бы задать Золотому. Как ты считаешь и думаешь ли ты, что с Анубисом будет бой таким же проходным, как и с Лобановым? Нет, не считаю, и с Лобаном тоже не считаю, что был проходной бой. Просто мы подготовили работу и не дали навязать. Сказали, Да, ты поэтому будешь и драться. спросил, да. По поводу Лобана, мне кажется, я просто навязал ему свою игру и немного пробил ему корпус, и поэтому ему не получилось ничего. На самом деле, прошлые бои Лобана, посмотрите, он нормально бьет. Он поломал в прошлом, ну, когда он дрался, в прошлом бою пацану скулу поломал боковым. Он крепкий, хороший парень. Просто, ну, вот так получилось, не надо его недооценивать. Я думаю, он еще покажет трубку. По поводу Анубиса, ну, я не знаю, как бой пройдет. Я настраиваюсь, серьезно настроен, я готов ко всем исходам, в голове прокрутил. Я мотивирован вернуться, я хочу забрать свой Хочешь перстень. Искандера наказать, все поняли, короче. Я дойду. Чё-то Криван. я думал, ты до сих пор меня ненавидишь. Не, ненавидишь, такой ненависти прям к тебе сильно нету у меня, я тебе честно скажу. Ты такой непонятный чувак, если честно. Вот на самом деле. Мутный тип. Да, мутный тип. Ты не поймешь, в какую сторону ты двигаешься. Вот и все. Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос касается мероприятия, организации в целом. Я хотел бы этот вопрос задать Артему. Он так как присутствует здесь, и он находится здесь впервые. Как ты смотришь на организацию в целом, ну, непосредственно промоушен Top Dog? Что ты думаешь о ней, как она организована? Понравилось ли тебе, несмотря на все, что ты сейчас здесь уже увидел? Слушай, ну, Top Dog отличная организация. Все хорошо сделано, качественный монтаж, качественная команда видеооператоров, звукорежиссеров и так далее. В этом плане все построено, но очень грамотно и хорошо. Как тебе работать без сценария? От кого вопрос это вообще? Рустам. Ты о чем? То есть ты считаешь, что я работаю по сценарию где-то? Ну, я думаю, что в других организациях работают по сценарию. Ну, я в других организациях по сценарию не работал, поэтому на этот вопрос тебе не могу сказать. Понял, спасибо. В целом все круто, все молодцы, ничего. Спасибо большое за ответ. Еще у меня есть последний вопрос. Он касается Авакяна. Скажи, пожалуйста, какие у тебя есть сильные стороны, которых нет у Валеры? И вопрос еще один к Валере. Какие у тебя есть стороны конкретно, которых нет у Авакяна? Если можно, начнет Михаил. Я думаю, это нецелесообразно будет отвечать на этот вопрос, какие у меня есть сильные стороны в этом бою. Потому что мы будем драться, и все сильные стороны мы покажем во время боя. Спасибо. Полностью поддерживаю. Спасибо, ребят, спасибо за крутой вечер, спасибо. Ну ладно, Влад, а ты, может, хоть что-то скажешь? Ты же смотрел наверняка бои Лехина. Что ты можешь сказать о нем? Какие-то выводы сделал из них? Ну, я хочу у него спросить, как он настраивается на бой, что он, есть у него план на бой, как он будет проходить? Надеюсь, не как Михаил Севакосян, на последние 5 секундах удар свой правый будешь запускать. Блин, парни, Когда ляжешь от него, узнаешь, каково Вы это. путаете, вы путаете, как бы, везение с опытом. Это серьезно, надо задуматься. Ну почитай комментарии, там все я пишут, считаю, везение что было. он показал Какой свой опыт? опыт. Это не опыт. Нет, Я согласен. Он до опыт у него последнего есть. дрался. Он не расслаблялся, до последнего Нет. дрался. И первый раунд он выиграл, по моему мнению, 100%. То есть ты считаешь, что в комментариях сидят самые крутые эксперты? Не, ну я согласен, что он опытный боец. Артем, но то, что Артем, он- Ты смотрел это бой, глупые Артем? малолетки, понимаешь, что это даже не обращай внимания. Они сидят, комментарии читают, вот это тоже персонаж походу читает. Вот если я тебя где-то на улице видел, я бы тебе Тебя так 3 раунда леща избивали, пытал. о чем вообще идет речь? Это мнение Я видел твою разминку, дилетанта. ты готовил этот удар, уже скажи всем, и все. что? Когда я готовил, Ты я построил свой бой на Миш, одном ударе, на одном. что? И тебе повезло, то, что он прошел, потому что Валера лоханулся конкретно. Это был не твой опыт.
Это Так была если моя он- ошибка, Миш. Чья ошибка? Я тебе говорю, я Ты же хотел опытный более, боец. я 80% хотел не более, понимает бокса, а он- 100% закончить понимаю бой. бокса. Просто не понял, я запутался. Ты говоришь, что он готовил этот удар, правильно? Ты же сам это сказал. Я тебе Но еще говоришь, раз что ему повторюсь, что повезло. тут непонятного. Я видел, как он разминался, И он готовил? этот удар То есть, значит, отрабатывал он- на значит, он лапах. Я подготовил? говорю то, что он рассчитывал на один удар. Ну, Строить правильно. геймплан к бою на одном ударе — это идиотизм, Но это не везение же, профессионально. правильно? Если он, подожди, стоп. Если это был план, и он Его сработал, геймплан, то это сломал, подготовка. его геймплан сломал Валера. Он ему ничего не давал сделать. Если бы он не страдал хуйней, то Нет, он стоп. бы выиграл этот бой. Если, Всё. если бы таковы, то бы... Я тебе говорю про Тут техническую бросли составляющую. Ты как боксер должен это понимать. То, Да что чё ты ты там с ним кричишь, в команде. что Да потому успокойся? что Короче, ты сидишь, что ты мямлишь злой? что-то. Мне просто Чё ты надоело. злой? Меня интересует, знаете, какой вопрос? Анубис, ты энергетиков перепил. Все, короче. Вот, таращит Энергетики Топ-Дог работают! Да, и смелость. Короче, набрался. отвлечемся от энергетиков. Меня вот интересует вопрос к Алексею Мельнику, потому что на самом деле сейчас должно было быть совершенно другое противостояние. Ты должен был драться против Детка. Всё И правильно, да. как ты вот относишься к тому, что из-за каких-то личных причин Мурада Арцулаева он не смог принять сегодня участие в этой конференции и в последующем в бою? Да никаких проблем, то есть это его решение. Ну, я здесь, все, значит, понимают, то, что я согласен был с этим боем, я был готов драться, его нету, значит, как бы, он не готов. Всем, думаю, все понятно, а у меня сейчас новый соперник, я к нему отношусь, ну, так скажем, я к нему отношусь хорошо, ничего плохого о нем не могу сказать, бой все покажет. По поводу того, как я готовился, ну, готовлюсь тебе, я твоего боя не видел, к сожалению, твой бой не выложили, так что как бы не могу судить о Вопрос тебе. к Владиславу, вот, Палач. Ты говоришь постоянно Сокиасян, то, что он там случайно вырубил, но у тебя тоже чисто там на феню залетело право, и пацана в затылок ты вырубил, нет? Ты сейчас бой выйдешь, Ну, это посмотришь, как бы, другое. на фене. В смысле на фене? Я по селезенке кидал, он упал и все, не встал. Какой вообще Это как на смысл фене? обсуждать Я бои, смотрел которые просто- прошли? Вообще не понимаю. Какой Я в этом провалил смысл, его, он пацаны? пробежал к стене и Один дал выиграл, по другой селезенке. проиграл. Какой смысл обсуждать бои? Вопрос закрыт уже, Дружище, да. Нет, по сути, то же самое было, что и у Сокиасян, нет? Нет. Залетела на шару правый Я удар тут в затылок. согласен с Артемом. Победители не судят и везет тому, кто везет. Нет, зачем Если тогда да, говорить выиграл, постоянно? выиграл. Зачем тогда Типа, говорить если постоянно, тебя что- вырубили, то тебя вырубили. Даня. Там можно Вопрос выигрывать, не может. можно Даня. весь бой чего угодно делать, выиграть кого угодно. Но если ты в конце в итоге упал, то типа это ничего не значит. Правило есть правило, нокаут есть нокаут. Типа, что это обсуждать? Палач, Ну, это- я тебе больше скажу, я так 5 боев выиграл на фарте. Так что это нормально. Даня, я пил не о барце. Да. Даня, я тут. Вопрос можно, Данил? Я Вопрос. смотрю, они во всем сегодня согласны. Ну ладно, но здесь я не услышал самый главный вопрос. Является ли Дедок до сих пор для тебя целью номер один? Нет, конечно, не является. Я не готов, ну, то есть ждать его. Он вообще просил бой 5 раундов и по правилам совершенно другим, не таким, как предлагает нам организация. То есть человек, ну, не уверен в себе, и он на своих условиях уже хочет какой-то бой, непонятно какой, чуть ли там не на ножах за гаражом. Так что ждать я его не собираюсь. У нас в нашей весовой разыгрывается перстень, так что я думаю, все понимают, у всех желание есть выиграть перстень. У любого спортсмена, присутствующего здесь, есть желание выиграть перстень. Я думаю, у моего соперника тоже есть желание, правильно? Конечно, есть. Ну вот, мы покажем зрелищный бой, и думаю, бонус будет наш. Я думаю, на самом деле, что мы тут уже изрядно долго сидим, и конференция подзатянулась. Давайте все, последние 3 вопроса. Нам еще проводить face-to-face, подписывать контракт и так далее. Давайте вот Раз я сюда пришел, я хочу задать все вопросы, которые меня интересуют. Вопрос к Артему. Блин, я, может, не в инфоповестке. Насколько помню, у вас был спор с Владимиром Хрюновым. И чем он закончился? Вот мне интересно, потому что, если я насколько помню, он проиграл те споры, должен был денежку какую-то, правильно? Мне тоже очень интересно. Мне интересно, как закончился этот спор. Да, такой спор был, он проиграл, в итоге мы с ним встретились. Вот, как сказать, технически он мне эти деньги не отдал. Да, Ну, то устроил есть, бой. Я насколько понимаю, не что это устроил как-то бой. То есть связано. мы там договорились о каком-то сотрудничестве, но как бы с его стороны, я считаю, ну, он поступил немножко странно, что он не отдал эти деньги. Я просто из-за того, что мы уже с ним встретились и поговорили, не стал раскачивать эту тему, потому что все-таки там и Федерация бокса, чтобы да, на нее никакого негатива не шло, потому что попросили тоже для Федерации бокса. В целом деньги мне никто не отдал. Но было договорено о каком-то сотрудничестве в дальнейшем, в будущем когда-то. Не сейчас, я не знаю, когда это может быть.
Не, ну я так примерно понимал. мне было Денег никто не интересно. отдал. Нет, денег никто Окей. не отдал. Ладно, Артем Тарасов, ММА, это все не наши дела. Наши дела, когда топ-дог-то зал откроется. Ведь люди уже хотят туда все идти. Зал должен открыться в следующем месяце, и тогда, я думаю, многие желающие принять участие смогут туда прийти и показать себя. А помимо этого, в этом зале также планируется проводить регулярно открытые ринги, и своего рода, возможно, будут отдельные соревнования, в которых занявший первое место сможет претендовать на подписание контракта с Top Dog. Следующий же вопрос, посвященный близко этой теме, от зрителей. Будет ли меняться ринг или сено навсегда? Еще одна рубрика, которую надо спросить у наших зрителей и комментаторов, полноценных экспертов, как они сами считают, хотели бы они, чтобы мы сменили сено на ринг какого-то другого формата? Бетонный. Нет. Нет. Не нужно. Но Сено навсегда. послушаем. Как комментатор топ-дога я скажу, что название ринг надо сменить на сено. Вот так вот. Как комментатор топ-дога не соглашусь с этим, потому вопрос что Данилу. ринг это и есть то, что есть на топ-доге. Можно? У меня вопрос к Данилу. Спасибо. Данил, скажи, пожалуйста, многие интересуются, почему одни ребята выступают в джинсах, кто-то выступает в спортивках. Ну как так, как бы? Или мы все вместе выходим в джинсах, или... Неравные шансы. Это условие уже давно было изменено. Самое главное, чтобы парни были в штанах, типа не в шортах. В целом не обязательно драться в джинсах, Паша. Если... Данил, а у тебя один в шортах был, один турнир, по-моему, нет? Все мы видели, чем это жестоко закончилось. наказан. Мы видели, чем Спасибо. это закончилось. Почему я дерусь в джинсах? Спасибо Гаджи, как бы Гаджи вышел в джинсах, я думаю, ну почему нет? Как бы так. Мы с ним одни, по-моему, эту тему и поддержим, да, Гаджи? У нас просто Чего вы мне раньше не сказали, что в спортах можно? Если хочешь, ты можешь выходить не обязательно в джинсах в этот Не, раз. против Гаджи я буду в джинсах. как Все, бы. и он тоже обязательно выйдет в джинсах. Так что если кто-то смотрит передачу Сума, там джинсы, как там Кельвин Кляйн, там Дизель, Армани, Гуччи, можете присылать наши контракты, мы выйдем в ваших джинсах. Паша Шульский, Гаджи Наврузов. Ссылки на инстаграм-аккаунты Павла и Гаджи указаны ниже. Дань, Какой последний? Мой, Эмиль, последний. ну, предпоследний, Смотри, знаешь. Чебис уже сидит Слушай, с ладно. Ивом и с Гаджи. Посмотри, что они мне показывают. Ну, конечно. Я руку честно поднимал, не перебивал. Дань, к тебе такой вопрос. После боя с Артемом, да, решится два вопроса. То, что ты с ним подрался. И второй момент... Прошу прощения. Кто из нас выиграл? Два вопроса. Кто из вас выиграл? 2, 3, вы готовы? 4. Продолжайте. И второй Подожди, не сбивай. И то, что ты... Второй момент, то, что ты, как вот и хотел, выступишь на топ-доге. Да? И это будет твой... Первый и последний бой на топ-доге? Или все зависит от результата этого боя? Просто Есть интересно, только да. один человек, с которым я бы хотел подраться после этого. Он понятно. очень долго и потно грезит о том, чтобы скрестить две лиги хардкор и топ-дог, и не понимает, почему же этого противостояния не произойдет. И вот я хочу сказать, что если он так хочет, чтобы бойцы хардкора подрались против бойцов топ-дога, то пусть и он сам подерется против меня в момент этого Все, турнира. понял. Вот ради этого ответа стоило продолжать. Ладно, давайте, перед тем, как перейти уже к завершающим словам, фразам, отказам, нужно сделать то, что не должно получить сейчас отказ, а именно задокументировать то, что было сказано, то, что было запланировано. И Артем, Даня. Бро, можно я на 3 минуты в туалет? Тут торнадо 3 штуки выпил, Нет, не тут могу. именно сейчас этого делать нельзя. Когда мы это сделаем, как раз будет пауза, и можно будет... Я понимаю, что мысль о подписании контракта побудила тебя пойти в туалет, но вначале нужно это сделать. Исторический момент. Артем Тарасов официально подписывает контракт на бой на 10-м топ-доге против регбиста. Так, только надо будет подписать еще плюс 500 тысяч бонус за нокаут в первом раунде Данила Регбиста. У Данилы все-таки энергетики действуют. Где там гонорар? Вот. Бонус выплата за зрелищность боя. Давай. Бонус. За КО.
в первом раунде. Да он здесь на камеру это сказал, мне 500 кажется, тысяч пожестче, чем контракт. Распишись. Серьезная мотивация. Поздравляем, поздравляем. Так, одна есть. 2. И заметьте, это страница, где написан бонус на 500. Думает, немало ли попросил? Я думаю, может, на 6 переправил. Или единичку в начале. 3. 4. Представитель Кудрин Владислав. Дань, Даня, регбист, здесь, орел. А если ты выиграешь в первом раунде нокаутом, он даст тебе 500 тысяч? А я свой контракт еще не подписывал. Ну ты подумай тоже. Так, это сейчас уже подписывать тоже? Это уже потом, да? Это потом, дам последний страницу перед боем. Все! Бою быть! Готов! Артем Тарасов, Данил Регбист. Теперь можно в туалет с чистой совестью. Толчок там, да? Ну, как говорится, если вопросов больше нет, хотя я уверен, что эта конференция породит вопросов больше, чем мы услышали сегодня ответов, я предлагаю закончить с разговорной частью и перейти к битве взглядов. Перед этим напомнив, что 16 апреля в 21:00 только на платформе Wing вы сможете в прямом эфире окунуться в самую настоящую битву и увидеть, насколько слова, произнесенные в этой студии, будут соответствовать действительности. Ну а кто считает... Ну а кто считает, что может предсказать результаты предстоящих поединков, напоминаем, что сделать это можно благодаря нашему титульному спонсору букмекерской компании Pinup. А используя промокод DOC, вы получите фрибет 3000 рублей, а первые 50 участников получат билеты на предстоящий турнир. Ссылка в закрепленном комментарии. Приходите на ТОП-ДОК. Алексей Мельник, Владислав Сурков. Удачного боя, победит сильнейший. Согласен, да. Валерий Заботин, Михаил Авакян. Рустам Мухиддинов, Антон Шипачев. Тимур Мусаев, Дмитрий Кузнецов. Не, это стиль, чувак. Давай посмотрим в глаза друг другу, как нравится, не нравится. Давай, ладно. Я сделаю то, что ты просил. Я просто хорошо к тебе отношусь.
Успокойся, все нормально. Блин, не, ну тут я точно в очках должен быть. Надеюсь, вы передумали насчет... Ну вот. Ну все, пристегиваемся. Данила Регбист, Артем Тарасов!